Получается, да. О, видео начнется с того, что, как обычно, знаешь, блин, каждый раз одно и то же. Невозможно сделать это невозможно с первого раза это сделать. Ну все, трансляция полетела, как бы. Полетела. Мы в эфире. Сейчас мы поймем, что полетело, когда нам напишут, что мы полетели. Что мы полетели. Девочки, мы упали. Девочки. Ну все, да, смотрите трансляцию, пришло уведомление. Что это? Это то самое. Ребятки. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Руслан Самоваров. Ой-ой-ой. И тут, и там показываю ни одной трансляции без приколдесов. Это Ярослав Шевчук, который сегодня сказал днем: Рус, сегодня Google I.O. Надо делать. Друзья, всем еще раз добрый вечер. Это Руслан Самоваров. Он не особо хотел делать. Ну, я хотел. Да не, ну не то чтобы. Просто меня из этой презентации на самом деле больше всего, так сказать, волнует и трепещет, собственно говоря, пиксель. К которому я очень уважительно отношусь. И вот мне хочется больше всего посмотреть на пиксель, который не факт, что еще покажут. Но на Android 12 на тоже Android хочется. 12 точно Конечно. покажут, потому что все к этому идет. Сегодня наверняка у нас будет бетка. Ребят, напишите сразу, что по звуку, все ли в порядке. Давайте пока там все еще ничего не работает. Это, кстати, вот, презентация Google I.O. Первый день. Ну, типа там, самый важный, сейчас стартанет. Вот это, вот вы сзади смотрите, это официальная страница, вот сейчас презентации. Ярослав нажимает сейчас кнопку вот Watch Now, давай, как прогноз погоды. И что мы там видим? Ошибка идентификатора. Я думаю, что сегодня кого-то уволят. Я на самом деле за все время, сколько смотрю I.O., а смотрю я его с 2015 года осознанно. Первый раз такая фигня. Режимы осознанности? Не, просто я имею в виду, что раньше это было и в записи, знаешь, или я просто сводку новостей посмотрел, ну то есть не смотрел купил прям. Журнал с диском. Ну да. Ну а как иначе? Вибро по микрофону. Да, давай сделаем. Если есть люди, это тест на возраст, вы понимаете, о чем речь? Посмотреть презентацию, для того, чтобы посмотреть презентацию, ты покупаешь журнал, к журналу идет в подарок диск, и на диске видео презентации. Вот так вот смотрели раньше презентации. Да, я так, кстати, E3 2006, кажется, смотрел. В журнале «Игромания» там была целая запись всех важных репортажей, как вот сейчас на Ютубе вот серия роликов. Я помню, ты рассказывал, я поэтому... Вот я также развлекался. А тем временем 20.01, а трансляция, в общем-то... Still not working, because... бог его знает чего. Google, потому что... Да что такое, ну серьезно, Google, ты чё? Слушай, а ну скинь мне ссылку, я попробую. Может, это у тебя что-то поломалось? Ну, хочешь, я другой браузер воспользуюсь. Кстати говоря, развлечение сегодняшней трансляции, так как мы сегодня решили Господь собраться очень весело и для себя. Мне страшно. У меня есть конфетки, они называются Jelly Belly. Пока там все равно все висит, поразвлекаем вас. Это конфетки Jelly Belly, как были в Гарри Поттере. И тут у каждой конфетки одинакового цвета есть два разных вкуса. Один это вонючий. Браузер, чувак, ты будешь смеяться. О. Это браузер, прикинь. Я не успел рассказать. Один вонючий, а второй вкусный. Вот мы будем с Ярославом эти конфетки есть. Все, движ пошел, ребят. А мы когда их будем есть? А давай пока там, давай вот начнем. Выбирай. Нет, не так, не смотри. Давай так вот. Сейчас, подожди, я сцену поменяю. Чтобы мы чуть-чуть уменьшились. Ничего страшного. Мы можем сделать вот так. Смотри, как удобно. Тут есть место для людей. Пока с нами здороваются, мы будем вести трансляцию, вы не переживайте. Она белая. Так, у тебя белого цвета. Сейчас, секунду. Я выбрал желтого. Белого цвета может быть стухшее молоко, либо кокос. У меня желтое — это протухшее яйцо, либо попкорн с маслом. То есть нормальную трансляцию мы не могли посмотреть, да? Ну давай. У меня яйцо. Вонючее. Кокос? Так и начали. Так, друзья. Ситуация следующая. Господин Сундар с сцены вещает о том, что Google, как всегда, очень много внимания уделяет обучению и бизнесу. И это, в принципе, не новость, они каждый год вкладывают просто море бабок. А сейчас еще и под ковидную историю есть резон об этом лишний раз поговорить.
Так, и почекай чатик, нормально ли все с звуком? Да. Тут, кстати, написали, что это проблема от блока. Серьезно? Да, потому что у всех все нормально запустилось. Интересно. На самом деле, вот Кстати история... говоря, я хотел спросить, в Android встроили эту систему определения, был ли у тебя контакт с ковид, Да, она есть. с ковидным человеком. Это работает в Украине? Нет, как и на Apple, к сожалению. Я не знаю, почему. Я просто, я знаю, что на Apple не работает, я думал, может быть, на... Оно почти синхронно появилось на обоих операционках. У Google это было через Google сервис, у вас там какое-то микрообновление, по-моему, выходило для этого. Да. И, в общем, не случилось. Обратите внимание, что в этом году нестандартная сцена, не зал большой, как раньше было. Но у них всегда открытый зал. Да, они всегда на открытом воздухе это делают. Ну, маленько как-никак. В общем, новая задача сделать более понятный и, как это правильно сказать, полезный Google для каждого. Нет, кстати, русских субтитров? Нет, это же в лайве. Типа... У них никогда не было записи, да. Прикол. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, нормальна ли громкость господина ведущего. Сундар. Может быть, где-то тише, ниже звук. Зацени маршруты second eco-friendly, типа с минимальным количеством выбросов, загрязнений. Да. Прикольно. Прикол. Благодаря AI Google сможет на Google картах строить более безопасные маршруты, чем более быстрые. То есть, видимо, там, где есть велодорожки... Тут вопрос, наверное, даже не в велодорожках. Они ведь реагируют, где аварии. Ну, конечно. И вот, видимо, благодаря этому они могут построить максимально безопасный маршрут. Очень жалко, что у нас ничего не работает. Google Classrooms работает, если что. Другой вопрос, что им никто не пользуется. Я сейчас про маршрут. Я думаю, что это не будет привязки к местоположению. С другой стороны, в истории с ковидом есть привязка. Да, но тут зависит уже от страны, а не от Гугла, ты понимаешь? Они ждали инструмент, вопрос в том, захотела ли страна этим пользоваться. Вот что еще интересно, хромбуки стали первым и самым востребованным девайсом в школах США. И они долго к этому на самом деле шли, но сегодня хромбуки стабильно находятся в топах Амазона по продажам, опять же благодаря тому, что там все максимально френдли для школы. А цена сколько стоит? Они всегда очень дешевые. У них там минималки начинаются от $150. Супер дешевые. Собственно говоря, да. Два кита, на которых держатся продажи. Да. Хороший простой продукт, который понятен для школьников, и цена. И самое важное, что им не жалко его сломать, если что. Вопрос стоит еще в том, что многие не хотят покупать дорогие девайсы, потому что, как всегда, отпрыск его там бахнет, еще что-то с ним произойдет. Ребят, я, как обычно, в самом начале презентации скажу, для тех, кто с нами первый раз, мы дословно не переводим презентации, мы слушаем, переводим самое важное, самое ключевое, и просто общаемся с вами, обсуждаем то, что представили, что показывают. Поэтому... Так, у нас появилась новая фишка, называется Smart Canvas. Судя по всему, это, как я понимаю, инструмент для совместной работы в Google сервисах. Она и раньше была на самом деле, но она в каждом сервисе реализована по-разному, и похоже, они действительно сейчас хотят унифицировать это в рамках всех платформ. For over a decade, we've been pushing documents away from being just digital pieces of paper and toward collaborative, linked content inspired by the web. Учитывая ситуацию с тем, что сейчас мы уже более 1,5 лет находимся дома, это сейчас особенно важная история. Я имею в виду, когда люди работают над какими-то проектами, находясь не в одном месте. He pulls in the right people and generates a checklist to assign action items.
Ну, как я понимаю, это функциональность таких сервисов типа как Bittrex, только от Гугла, там где ты можешь сделать какие-то... Нет, скажем так, возведенная в... Ну, благодаря Google Cloud, их технологиям. Я понимаю, что это работает намного приятнее, чем тот же Bittrex. The assisted writing feature suggests that they change the word chairman. То есть это такой, знаешь, менеджер, судя по всему, для полного контроля какого-то проекта, которым ты можешь пользоваться удаленно с кучей людей и четко понимать свои зоны ответственности, задачи, что тебе вообще надо делать и на каком этапе вообще в целом вся ситуация. И что интеграция с документами происходит, чек-листы. А учитывая, что даже если ты используешь какую-то систему типа Bittrex, все равно корпоративный сегмент пользуется Google. Ну да, оно уже как бы уже было подогрето всей этой ситуацией. А учитывая, что это все работает в экосистеме, я думаю, что да. But starting today, you can easily present the doc, sheet, or slide you're working on directly into a Google Meet call. Оно прямо интегрировано в Google Meet. То есть вы можете интегрировать свои электронные документы прямо в Google Meet. То есть работать вместе с одним документом не только редактировать, а прям... Ну, причем работать одновременно с документами можно было и раньше. Ну да, но вот такой интеграции раньше не было. Да, ну это прям... Сразу видно, кто работает, а кто... Прикольно, можно голосовалки поставить. Мне кажется, что когда оно так вот работает все красиво и правильно, работать проще и работать хочется больше работать, когда оно все легко. Adu and his team are joining from offices, from home, and everywhere in between, connecting across time zones and continents. To help both office and remote teammates remain an equal part of the conversation, no matter where they are, we're launching companion mode in Google Meet. Companion mode gives teammates in the office their own video tile. So they can stay connected to their remote colleagues and Я сейчас не про качество participate in сервиса, а polls, про его chat, and популярность. Q&A in Вот real она time. не обусловлена вообще непонятно. Это как Companion Viber. mode is coming to Google Meet later this Ну, year. тоже непонятно Ну почему. да, да. Не, ну с Viber'ом понятно Teammates почему. Там can есть also причины, be почему он heard пользуется. wherever they work, А with вот noise Zoom как продукт для меня cancellation загадка. Я powered видел by the тикток best в of интернете, Google's знаешь, Готовые гифки And machine на learning in Пасху. Google типа Meet SEO to скайпа automatically говорит. adjust Да camera zoom почему? and lighting, Он ensuring же that хуже во everyone всем, can be знаешь, seen его там across all environments. рвет на части. Так и здесь непонятно, Also почему made it Zoom, а easier не to Google customize тот же views самый. and share content so teams can focus on what matters most in the moment. Опять же, вот чем мне всегда нравилось Google I.O., то что Чуть-чуть громче презентацию, только вот чуть-чуть, я понял. Потому что ты так, у тебя чуть-чуть это... Вот я думаю, что давайте вот так попробуем. Я прочитал. Спасибо за обзор, Asus, я реально старался. Спасибо. When Adu finishes his presentation, добью he мысль. doesn't feel Круто еще separated by Google time I.O. то, что zones ты туда or приходишь languages посмотреть or не the только на devices his условный team новый is using. Android и возможный пиксель, Instead, а то, что with они Google Meet's показывают очень immersive много experience, фишных he сервисов, feels которыми на connected самом and деле мы in the будем moment. пользоваться дальше и каждый день. Ну, то есть, With вот это Smart Canvas and прикольно. these powerful Я помню, enhancements to когда Google впервые Meet, показали Google we're фото, и все transforming такие, collaboration in Google странная Workspace штука. to help people А сегодня, succeed То at есть work, этот сервис at home, для and компании in он the classroom. бесплатный. ну, получается. Previously, the fully Посмотрим, не integrated знаю. experience Мне in просто Google интересно, Workspace Google was available Workspace, он- only to our customers, О. but it will soon be available to everyone, from college Еще выяснится, students что to чувак small на языке businesses жестов to это friends and нейросеть. neighbors Я бы wanting не to stay удивился. connected and get more done together. Сэкономили именно на Stay tuned for more сурдопереводчике. details in the coming Google weeks. Workspace это платный now, сервис. I'll hand it back to Тут Sven. есть какая-то бесплатная пробная версия на 14 дней, но в целом это платно. Но я думаю, что это... Причем я, кстати, працюю прямо на украинском, все переведено. Ну, они же будут байт работать, какая им разница, откуда ты туда будешь заходить. Здорово. Thanks, Javier. Those were exciting Сильно examples громко. of how Диктор. Опускай. computer science and AI can make us more Смотри, у helpful нас нейросетка across our поменялась. products. Google Search was built on the insight that Не, это точно understanding не links нейросеть, это between рофл. web Быть того не pages leads может. to dramatically better search results. We've made remarkable advances over the past 22 years, and search helps billions of people. And to improve search even further, we need to deepen our understanding of language and context. To do this,
Значит, то, что сейчас происходит в Google последние 2 года, они пытаются более сильнее вникать в контекст того, когда и где вы спрашиваете свой вопрос в Google. И особенно их сейчас интересуют акценты. Hundreds of millions of people use Google Translate each month across more than 100 languages. Last month alone, we translated more than 20 billion web pages in Chrome. Жесть, 20 миллиардов страниц за месяц You can have a переведено. conversation with someone speaking a foreign language. And usage is up 4 times from just a year Вот ago. мне интересно. Я, кстати, этой штукой пользовался. Так и я тоже. Это дико удобно за границей, особенно когда ты Ну, не знаешь английского или языка, на котором Если вдруг надо вы поняли, переводчик Google Translate, когда ты с кем-то разговариваешь, она прям онлайн переводит и озвучивает человеку, с которым ты говоришь, на его родном языке. Я не знаю, насколько там, оно, конечно, там не супер точно переводит, но смысл переносит всегда. Вот, а теперь пошла движуха с Google Lens. Они сейчас все сильнее учат AI за счет Google фото в том числе. И в Google фото теперь действительно понимает, что на фотографии. Я уже где-то месяц назад начал на это обращать внимание. У меня на Google Home Hub, вот этом экранчике, он начал стакать парами фотографий, которые были сделаны абсолютно в разных местах, но они идеально подходят вот, ну, эстетически. Ты показывал. Да, и таких примеров море. Ну, то есть они сейчас действительно очень сильно... Русских субтитров нет. Я сейчас спецом чекну, но их не было, насколько я посмотрел пару минут назад. То есть я могу их либо включить, либо вот, все, у меня все варианты заканчиваются, господа. Кстати, вот эта история с Live Capture, которую еще в Pixel 4 показали, Переводить видео. оно делает сабы в реал-тайме на любой контент. Как на YouTube. Да, но пока только на английском. Я тебе скажу, что думал, что не буду этим особо пользоваться, но пользуюсь. Вот сейчас, когда ребенок дома, и ты вечером хочешь что-то посмотреть, а наушников нет, блин, мега круто. Но это при условии, что смотришь англоязычный контент, конечно. Это у меня так иногда бывает, знаешь, когда листаешь главную страницу YouTube, у тебя предпросмотр включается, и предпросмотр включается с сабами. Он сразу пишет, что человек говорит. Я не понял, как я это сделал. У меня вот показывали сабы на предпросмотре видео. Ну просто листаешь, включается видео и смотрится сабы. Я в некоторые моменты понимал, что я уже там минуту-две минуты смотрю, просто со страницы, даже не открывая видео, уже смотрю эти сабы. Прикольно. Ну, это действительно удобно, когда ты там в комнате кто-то спит, ты лежишь уже в кровати, смотришь и просто без наушников, без ничего, просто смотришь. Там еще одна шутка про сурдопереводчика. Это не сурдопереводчик, это их дизайнер, она показывает, как ее колбасит, когда начинает думать о новом телефоне. Ну, допустим. Чуть-чуть громче. Это ровно столько же, сколько было в прошлый раз, когда его попросили сделать. Ну, чуть-чуть, ну, вот чуть-чуть сделал. В параметрах субтитров язык не выбирается. We have revolutionized the ability of computers to understand natural language. Единственное, чего мне грустно, то что все эти движухи, связанные с поиском, они на нашем языке, там, на русском, на украинском, оно отстает технологический поиск от англоязычного поиска объективно на года 3. Ну да. То есть жестко отстает. Когда начинаешь искать контент на английском, и потом понимаешь, как он его показывает, ты такой, вау, оказывается, что так можно было, знаешь. Поэтому, если вы чего-то не можете найти в интернете, это вам лайфхак. Да, можно просто попробовать. Без шуток, пробуйте искать на английском. Есть вероятность, что вы можете найти контент, который вы не могли найти на русском. Когда вводили вы вроде бы понятный запрос. Стрижу. What's the weather like today? I don't respond. It's 70 degrees, sunny, and a 12% chance of rain. I'd probably say it's starting to feel like summer. I might eat lunch outside. Sensible responses keep Прикольно. То есть они хотят сделать ответы Google Ассистента более человечными. Ну да, то есть не просто ответить, там человек спрашивает, какая сегодня погода, не просто ответить там цифрами, а сказать, что уже почти как лето, можно пообедать на улице. Today, I'm excited to share our latest breakthrough in natural language understanding, Lambda.
It's a language model for dialogue applications. And it's open domain. Это новая языковая модель для диалоговых приложений. То есть все, что связано с приложениями, которые подразумевают диалог. И вот непонятно, это API или это целая платформа, что это из себя представляет. Можно ли будет этим пользоваться вне Гугла? Let's listen to a conversation the team had with Pluto a few days ago. I'm so curious about you. I sense your excitement. Ask me anything. Tell me what I would see if I visited. You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you it is worth the trip. However, you need to bring your coat, because it gets really cold. I'll keep that in mind. Hey, I was wondering, have you ever had any visitors? Yes, I have had some. The most notable was New Horizons, the spacecraft that visited me. That must have been exciting. The team that created New Horizons was very excited to see me. I also sent them back a picture of myself since I had not been seen up close before. That's so great. What else do you wish people knew about you? I wish people knew that I am not just a random ice ball. I am actually a beautiful planet. Well, I think you're beautiful. I am glad to hear that. I don't get the recognition I deserve. Sometimes people refer to me as just a dwarf planet. Don't let it bother you. You're amazing. Я, правда, не совсем понял. Короче, идея в чем? Они вот этот алгоритм ламбда обучили, дали ему задачу быть Плутоном. И он на основе инфы из интернета, насколько я понимаю, пытается общаться так, как будто бы он Плутон. Ну, как будто бы Плутон базарит с тобой через телефон. Жесть просто. Если оно еще, если оно действительно настолько хорошо обучаемо, то это офигенно можно использовать. Типа в куче ситуаций. Это круто. Lambda synthesized these это, конечно, concepts пугает. from its training data. Меня это с каждым годом пугает все больше. А после того, как я посмотрел фильм Netflix «Социальная дилемма», меня это пугает офигенная картина. Втройне просто пугает. Каждый раз, когда вот мы смотрим Google.io, я невольно... Он никогда не отвечает одинаково. You can have another conversation without retraining the model. Let's see what happened when we talked to a paper airplane. What's it like being thrown То есть они этому алгоритму просто подставляют любой предмет, любой личность. Можно воодушевить любую личность. Это страшно. What's the worst place you've ever landed? Ну, и теперь еще чуть-чуть. I was just barely still intact. So I was stuck there for a few minutes. It was quite annoying. Ну, короче говоря, тут, в общем-то, я надеюсь, вы поняли историю. Алгоритм лямбда позволяет искусственному интеллекту отвечать за что-то там, за какой-то предмет. Вот первоначально он отвечал за Плутон, сейчас он отвечает от лица бумажного самолетика. Причем эту информацию он берет просто из интернета, из других источников. Это не запрограммированные ответы, и они всегда разные, они развернуты. И они максимально похожи на то, как бы ответил действительно бумажный самолетик, если бы он мог ответить. Ну, это взрывает мозг, конечно, на самом деле. мозг. What's the farthest you've ever flown? Ну, это страшная штука. И, чувак, это ведь будет работать пофиг на чем вообще. То есть это просто клиент сервера, и ты будешь, как и сейчас Google Просто Assistant, мне интересно, куда они это API, ну, где они будут это использовать. Как это работает, я понял, а где это будет использоваться, я не понял. Но сейчас будем смотреть, ведь они же для чего-то эту штуку делают, очевидно.
It's actually a lot different than Просто it looks from the если ground. они The лямбду world is so прикрутят Google large with its Ассистенту, vast oceans and mountains. ты прикинь потенциал. It really Она и is. сейчас безумно Я круто хочу работает. пообщаться с Yeah, it's картошкой. important to keep Да, мне perspective. скучно. Мне И скучно. Hey, Можно I wonder пообщаться if с you have картошкой. anything you want to share with И people просто that are watching? спустя Сейчас вас забирают в дурку с твоей картошкой. спустя там 50 лет это все становится And you're made of the right каким-то materials. You безумием. can Нет, go ну это безумие. absolutely anywhere. Фильм с Хакингом Кру- Фениксом, который Нет, с это, искусственным конечно, интеллектом общался. это Смотрел? круто. Не, я не смотрел. Рекомендую глянуть, господа. Это круто, но меня это, честно говоря, пугает It's немного. really impressive to see how Lambda can carry on a conversation about any topic. It's amazing Мне how sensible написали, and что пора есть interesting the конфеты. conversation is. Согласен. Спонсор Yet, it's трансляции still городом early в шоколаде. So it doesn't get everything Не right. могу достать. Владимир, Sometimes привет. it can give nonsensical Так, у меня responses. оранжевая. Imagining Так, Pluto doing у flips меня... or playing fetch У меня не with its такая favorite ball, оранжевая. the moon. Так, у тебя, у меня более красная. У меня может быть, я не знаю, как правильно сказать это слово, чтобы таким словом, чтобы я мог это сказать в прямом эфире. В общем, ты когда вот рвешь, вот у я понял, тебя да. выходит, когда еда обратно, либо персик, а у тебя либо мертвая рыба, либо клубника с бананой, клубнично-банановый смузи. Мертвая рыба. We are making sure it's меня developed персик. consistent with our AI principles. We believe Lambda's natural conversation Мертвая рыба. capabilities have the potential to make information and computing radically more accessible and easier to use. Персиковая We конфета. look очень forward to incorporating better Господи, как это conversational плохо. features into products like Google Assistant, Спасибо, Search, что напомнили. and Workspace. We're also exploring how to give Господи, чувак, у меня еще capabilities послевкусие. to Конечно. developers Какой and ужас. enterprise customers. Конфетки с Гарри Поттера. Кто только подключился, мы Lambda едим is a huge конфетки step с Гарри forward in Поттера. natural conversation, but it is still trained only on text. When people communicate with each other, they do it across images, text, audio, and video. Это So we то, need to что он build models that allow использует для people to анализа, naturally правильно? ask questions across Я different пока types of был information. рыбой занят, извини. These are Понял. called multimodal models. Let's say we want a model to recognize Ребят, all facets of a road если trip. вы вдруг That could mean the words road trip, О, written поїздка or там только spoken что in была any на language. на украинском. повестка. Images, Поїздка sounds, на and videos, українською мовою. and concepts Если вы не associated смотрели with фильм road trips. «Социальная дилемма», such который as выходил на weather Netflix, and directions. обязательно посмотрите. Очень So интересный you can фильм. imagine one Там day рассказывается planning a как road раз trip and asking про Google to find a route. искусственный интеллект, Beautiful нейросети, вот это mountain. вот все. Очень интересная информация, рекомендую You посмотреть. can also use this to search for something within a video. For example, when you say, show me the part where the lion roars at sunset, we will get you to the Ого. exact moment in a video. Этот искусственный интеллект ищет не просто контент, а именно покажи мне момент там, где львы Да. It's still на early days, закате but later on in там the что-то keynote, делают, you'll и он hear from находит Prabhakar какое-то about видео на progress YouTube, of там, Ров где это льва на происходит. закате, more понял? Это жесть. and intuitive ways of interacting Это with жесть. search. Translation, image recognition, voice recognition, text-to-speech, transformers. Значит, of this work laid the комментарий. Внутри foundation Шиза for тип complex справа models like угарный. Lambda Ну, это вот and про multimodal. сурдопереводчика. Этот тип Our хоть как-то compute разряжает infrastructure is этот how we drive маразм. and sustain these advances. Нет, ну это не маразм. Tensor На самом деле, processing units are a как big технология, part of это, конечно, потрясающе, что Today, люди могут excited to announce our так next искать. Это generation, выводит поиск the на совершенно TPU другой новый V4. уровень. Кстати, Но это интересный немного момент. пугает. Вот эти вот Powered by the штуки, V4 которые chip, они which is more than еще в twice прошлом as по-моему, fast году показали, as the V3 chip. это их собственные TPUs are серверные connected together into ячейки, так supercomputers называемые. called pods. Короче, A single V4 Google уже pod начал свои contains суперкомпьютеры делать, причем уже второй год подряд. V4 Если chips. даже, возможно, третий, я And сейчас each могу pod ошибаться. has 10x the interconnect Ну, bandwidth естественно, per первыми chip они at приносят scale свои сервера. compared То есть, to прикинь, any other если networking Apple делает technology. хардвер и софтвер для This потребительской makes it электроники, possible for a эти TPU начали V4 делать pod это to для deliver more than себя. 1 exaflop. Ну, то есть... 10 to the 18 power floating Ну, ты point представляешь, operations какие per массивы second данных of computing. обрабатывает Да. Google? У меня в башке не укладывается. эти Это цифры вообще вообще. это невозможно, это не может уложиться в башке. Да. All of those laptops put together would almost match the computing power of 1 exaflop. This is the fastest Жесть. system we've ever deployed at Google, and a historic milestone for us. Я даже не знаю, что это за цифра, Previously, эксофлоп. to get an exaflop, you needed to build a custom supercomputer.
Но эта инфа для нас ничем не примечательна, кроме того, что, возможно, много Google сервисов через время станут еще быстрее, потому что Google вкладывает очень много денег и сил для того, чтобы ускорить свои сервера. Ну и плюс они же сейчас начали продавать, как и Amazon, место в облаке под веб-сервисы, которые ты можешь арендовать. Это тоже как бы заявочка. Квантовые компьютеры, а что, у них есть новости по этому поводу? Ну, квантовый компьютер, чувак, я искренне верю, что мы доживем до момента, когда это станет более не менее обыденным. Я бы очень хотел. Учитывая, что все развивается в геометрической прогрессии, я думаю, что... У меня же такое ощущение, что я смотрю этого... Не-не-не, я на топлес как будто бы смотрю, знаешь? Технологии Google. Ну да. Уже сегодня. Главная же проблема квантовой технологии в том, что он только что об этом говорил, что сама эта субстанция очень неустойчивая, и очень сложно поддерживать ее в незатронутом внешним миром состоянии. Это, в общем-то, единственная причина, по которой все еще это не стало массовым. То есть они работают над тем, чтобы эта штука была более проста в использовании. Но вот сейчас началась суперсложная штука, и я уже не выкупаю, что происходит. Ключевая фраза была не в том, а в том, что у него открытые диалоги, то есть ты никогда не предугадаешь, чем закончится диалог. В данном случае открытые диалоги до этого момента могли устроить только люди. Ну да, правильно, спасибо. Мы это поняли, просто не перевели. Ну да, то есть он никогда не отвечает одинаково, и этот диалог может привести к чему угодно. Да, спасибо. О, забавно. Hey, Michael. Hey. I'm Eric, lead engineer here. I'd like to welcome you to one of the most powerful quantum computing facilities in the world. Oh, thank you, thank you. What's this? Can I touch it? Yeah, that's a quantum processor. And inside are these actual physical qubits. Oh, hey, little guy. Qubits are the fundamental building blocks of quantum computers. То есть, подожди, они уже настолько маленькими их сделали, до чего рофлить? Когда не успели. Пока сидели на карантине. Так, нам тут показали информацию. Значит, мужик, 1 экзофлопс это 1024 петафлопса, а 1 петафлопс это 1024 терафлопса. А их там было 10. 10 экзофлопсов. Да, вычислительной мощности. Вот это уже больше похоже на квантовый компьютер. Вот эта штука, висящая сверху. Copper and gold metal stages have been chosen to create a cold and quiet environment for our quantum processors to operate. Right. And in English? It's a fridge for our qubits. Right. And how cold are we talking about? We approach near absolute zero, 10 millikelvin to be precise. Wow. Which means that parts of our lab are some of the coldest places. Не похоже на ваш домашний лэптоп, правда? Yeah, colder than Canada. Well, it's not just temperature that's important. In fact, we want to remove all distractions. Черт, тут нужно переводчик. Я вообще не выкупаю, что они говорят. Это сложно. Is this a cryostat? No, that's not a cryostat. What about this? Is this a cryostat? That's not a cryostat. No? This is a cryostat. Nice. In fact, this is a fully assembled quantum computer. Yeah, so where's the keyboard? Да, там фишка с охлаждением очень большая должна быть. Очень низкая температура должна быть для его работы. All of which were designed and built by our team here at Google. Wait. Is this a Bob Ross? Is he on the team? Tell me he's on the team. He's not on the team. Okay. But this И mural is our прикинь на homage to секундочку, Mother если они Nature. квантовые компьютеры Quantum is the подключат к language своим of nature, and алгоритмам, we're learning to speak it. которые у них уже есть, но It will они enable us to медленно run precise работают, потому simulations in the что natural world, есть unlocking ограничения. answers that would otherwise remain unknown. Что можно будет делать? Главный вопрос, на этом квантовом компьютере можно майнить биток? Я уверен, что можно. Я думаю, что они там уже, возможно, пробовали. По-любому.
Они что-то это транслируют где-то в лесу, в джунглях? Нет, они транслируют это в своем кампусе, у них там очень зелено, как правило. Люди пишут, в общем, что это похоже на большую шавуху. Это, пожалуй, самая мощная шавуха на свете. We've reached the first milestone, beyond classical computational capabilities. This is us. Yeah, we're here. Everything you've seen here today is what we're using to build to our next milestone, an error-corrected logical qubit. Right. And from there, Нам нужна представительная бригада, я вообще не покупаю. Computer, right. That's my goal too. well, you're in luck. We're building a team to assemble all the right ingredients, all right here in the Quantum AI campus that you just helped us unveil. So thank you very much. No, you know what? Я, честно говоря, к сожалению, тоже техническую часть Не, я обычно выкупаю, но вот квантовые компьютеры для меня пока что закрытая тема. Простите, ребят. Too much. Коммент хороший. Следующая Google I/O презентация будет переводить сам Google через сервис Lens, без посредников, так сказать. А прикинь, вот это был вкидок вообще. Это очень удобно. В прямом эфире, понял, такую штуку мочить? На все языки, вот да, сразу выбираешь свой язык, погнали. Погнали. We recognize that building an error-corrected quantum computer will be incredibly challenging. But solving hard problems and advancing the state of the art is how we build the most Блин, на helpful самом деле products. очень интересно, чего они смогут At добиться Google, с we реально know that our работающим products квантовым can компьютером. only be as helpful Даже as страшно they are чуть-чуть. safe. Вот теперь не страшно. Вот And до этого не advances in было, computer а вот science сейчас and так, AI знаешь, are холодочек how we побежал по спине. continue to make them better. We keep more users safe by blocking Зачем стримить, malware, если вы не понимаете? phishing Потому что attempts, сейчас была суперсложная spam информация. Дело Дальше в том, проще. что от этой презентации все ожидали новый Android, новый пиксель, новые наушники. Ну, пиксель навряд ли, а может наушники быть. и новый Android 100% всегда будут. Пиксель робот LG через HTC, пиксель робит Google. А делал он это с помощью купленных ей уже инженеров HTC, которые уже не работают ни HTC много лет, там смешанная команда. А собирают их Foxconn. И HTC к этому не имеет никакого отношения. Ну так, на всякий. Вот эта история с автоделитом, у них есть приложение Google Files, и оно стало потрясающе умно в вопросах о том, что на самом деле стоит замочить. Ну, то есть он тебе предлагает варианты, что ты можешь удалить. И я прям, каждый раз захожу. Что ты имеешь в виду, что удалить? Он выкупает сейчас уже не только дубликаты. Ну, допустим, ты говоришь ему, хочу похитить телефон, он говорит, что можно удалить, да, очевидный вопрос. И он тебе такой, братан, у тебя тут с Твиттера 700 мемов лежит, ну тебе надо. И он подписывает мемы. Понял? Ты открываешь их, а там реально мемчики. Да. Не Google фото, Google Files. Это на андроиде, да, это на iOS такого нет. Вот. И я такой типа, мемы не трогай. Да, на iOS такого нет, у меня мемы с 2013 года хранятся. We believe that protecting your privacy starts with the world's most advanced security. It seems like every day we hear about another cyber attack that puts emails and personal data at risk. To keep our users safe, everything we build is secure by default. Мне нравится, как они, знаешь, они сначала тебя напугали квантовым компьютером и искусственным интеллектом, который базарит как живой человек, а потом, кстати, о секьюрности. Который работает с твоими файлами, изучает всю твою жизнь. Да. Ну, вообще жесть на самом деле. Более миллиона фишинговых атак Google Gmail блочит каждый день. Вот. The single most common security vulnerability И, today кстати, только что is был still ветер в bad микрофоне. passwords. Это доказывает то, что они на улице, Consumer да, research и в has shown that реал-тайме. 2/3 of people admit to using the same password across accounts, which multiplies their risk. Ultimately, we're on a mission to create a Многие password-free люди future. используют одинаковые пароли на That's why разных no one is аккаунтах. doing more than we are to Кто же advance это, phone-based интересно? Кто authentication. эти люди? Не And in the знаю. meantime, На самом we'll деле, focus on по-честному, helping everyone есть use strong, смежные, у меня unique есть вот passwords дурная for база, every account. У меня есть тоже. переменные Да. в конце. Our password manager И иногда они это настолько правильно. сложные, что я восстанавливаю пароль каждый раз, заходя в сервис спустя полгода. is already used by over Просто half a нужно billion пользоваться people. сохранениями паролей и генераторами паролей. Ну, которые там есть в That's why встроенной today системе. we're announcing 4 new upgrades that make our password manager more helpful. Паспорт менеджер, который есть вот сейчас в First, we're Android making и it в easier Chrome, than он ever в to целом get started. как бы добро, With a simple tool но из-за that того, что imports он очень passwords разный saved на with other Chrome password и на managers. Android,
и из-за фрагментации, в общем, оболочек есть конфликты в том, как это работает. Он не смежный? Он смежный. Но проблема в том, что так как оно у меня смежно здесь, и как это будет вместо вот пикселя здесь будет Samsung, например, это может быть уже очень разная история. Понимаешь, в чем прикол? То есть вот это меню, оно есть на каждом андроиде, но только ты доберись до него сначала. То есть его как будто бы производители, которые не Google, прячут бляха-муха настолько далеко, что ты иногда на новом телефоне просто найти это не можешь. И не всегда понятно, как оно должно работать. В OnePlus, кстати, там нормально. На Asus было хорошо. Ну вот это обидно, потому что все вот эти менеджеры паролей, это очень удобная штука. Особенно учитывая, что они генерируют сами эти пароли, тебе даже придумывать не надо. Сами себе сохранили, и все, и окей. And why data is used in our products, including data that's used for ads. Our principles drive us to draw a strict line between what's in and what's out. For example, we never sell your personal information to anyone. Это важный момент. То есть они говорят, что они никогда не продавали информацию о вас. Если об этом говорят... А потому что информация о нас — это самое ценное, что у них есть. Да, потому что если они это продадут, они не будут стоить ничего. Зачем им кому-то продавать? Да. Это социальная дилемма, если что, Netflix. Ну, если компания... Видно, что ситуация, которая была с Фейсбуком несколько месяцев назад... Если сервис ничего не продает... Значит, товар это значит, товар это да, это очень важное заключение из этого фильма, который я понял еще сильнее и осознал. Privacy Sandbox. Где-то мы уже слышали слово sandbox. Песочница. Да, песочница. Making our products private by design also drives us to build groundbreaking computing technologies. И блин, и вот с этой мыслью, что товар это ты, все равно ты этим пользуешься, потому что ты уже, ну все, ты уже, ну ты не можешь. Как бы ты уже что с этим не сделаешь. Как вот просто где вот нужно найти какую-то информацию, где искать. Видите, это не настоящее, это квантовый компьютер, все оживляет. И вообще они все не настоящие. Мы, кстати, тоже голограмма. И такие просто мелькнули. Кстати, проснись. Жестко. Я люблю Google I.O., но вот в эти моменты мне хочется реально выключить, потому что сложно. Вот типа они закидывают тебя жесткой терминологией. Сейчас попроще, чем в Google квантовом компьютере, но все равно жестко. Но вот опять же, вот эта история с предиктивным вводом на ответы. Это ведь фигня, которая вроде не вчера появилась, но если вот ты пользуешься этим вот из года в год, как я опять же, чувак, она реально становится умнее. То есть я это вижу. Это не деградация ИИ, это вот как раз таки развивается эта штука постепенно. Но если сравнить, как это было в начале и как и сейчас. Я, честно говоря, предиктивным вводом, вот, ну, на iOS тоже есть. Ну, естественно, я понимаю, что там оно по-разному работает. Да. Но я, честно говоря, никогда не пользовался, потому что мне не нравится, когда ИИ предлагают мне, как ответить. Дед, он просто реально буквально как будто бы читает мои мысли. Понимаешь, в чем прикол? Тебя это не пугает? Чуть-чуть. Но ты пользуешься, ну не норм. We know that a big part of feeling safe online is having control over your data. Privacy is personal. К слову, Google где-то полгода назад переработал менеджер Google аккаунта в Android. И стало прям хорошо, потому что раньше некоторые вещи внутри настроить надо было, это хуже было, чем настроить в Фейсбуке что-то. Сейчас они прям это все уравняли. Хуже, чем настроить на Фейсбуке, нет нигде. Не буду спорить, но стало проще. То есть даже я, прохаванный к этому вопросе, иногда прям зависал, когда мне надо было что-то конкретно найти. And we heard you. So now, здесь люди просят, чтобы было легко удалить все, что я искал относительно недавно. И это важно, потому что когда ты даешь устройство, ну, кому-то из родных или друзей, они что-то гуглят, все алгоритмы ломаются, и потом тебе предлагают какую-то дичь в контексте. Ну, тебе надо. Мне недавно пришло письмо на Google почту, типа, вспомните, где вы были в прошлом году.
Я Заплакал? открыл, во-первых, я не помнил все поездки, все места там, где я был. Оно все так было, ну, удобно представлено в каталоге. Вот вы ездили туда, вот вы ездили с теми-то, вот вы были там. Ты, в принципе, понял, что год неплохо прошел. И я такой смотрю, в принципе, мы и поездили, и как-то, ну, вот, ну, это, конечно. Ну, iOS тоже предлагает прикольно делать эти подборки и делает эти видосы, какие-то тематические. Но ты понимаешь, ты на них не попадешь, пока ты туда прям намеренно не зайдешь. Ну, да. А тебя прямо кидают почту. Типа, Да. чувак, кстати, год был ничего. Кстати, мы тут собрали информацию про тебя, где ты был. Просто ты такой. We continue to think about future advances in AI and their potential for making our products even more helpful. Not surprisingly, so Pixel much 6, of Android 12 пока starts не with было. search. And next, you'll hear more about this from Prabhakar. Музыка заиграла приятно. Кстати, по-моему, первый раз за сегодня. Угу. Так, про поиск. Понял? Айо. Айо, типа, прикольно. Thanks, Jen. Today we are excited to share how our advances in AI are enabling us to understand the world more deeply than ever before, opening up helpful experiences for you across Google Search, Maps, Shopping, and Photos. Let's start with search. Сейчас расскажут нам про AI, которая становится все глубже в нашей жизни. Короче говоря, Google из года в год на его показывает, что Google научился делать за прошлый год. И каждый раз это все страшнее и страшнее. Like images, videos, places, and more. All of this is in pursuit of our mission to make information accessible and useful. As Sundar mentioned, early research with Lambda and multimodality is pushing the boundaries of natural language understanding. And today, I'm Поэтому excited сказали to share слово how лambда, we'll что be там мне bringing some of рассказывает, these что эта research штука advances to Google Search with уже our полезна. multitask unified model, or MUM as we like to call it. Like BERT, it's built on the transformer Поехали. architecture, Мультизадачная but it turns up модель the dial. Unified. You see, MUM is 1,000 times more powerful than BERT. BERT это то, что у них до этого What работало. makes this technology В 1000 раз. groundbreaking is its ability to multitask in order to unlock information in new ways. Here are a few tasks it can handle at the same time. It can acquire deep knowledge of the world. It can understand language and generate it too. It can train across 75 languages at once, unlike most AI models, which train on one language at a Он time. сам обучается языку And then, новому. what makes MUM even more amazing is that it's multimodal, which Оно means прямо it can сейчас учится на simultaneously 75 understand языках. different forms Вот о of чем information, речь была. like text, images, and videos. We've already started some internal pilots to see the types of queries it might be able to solve. and the billions of topics it Мы might сейчас help фильм you. какой-то смотрим про show you будущее what I или... Ну, Он такой, сейчас подожди, я объясню, что я имею в Let's say виду. you're an avid сейчас он hiker объяснит, planning your next что он из adventure. себя представляет. You might ask, I've hiked Mount Adams and now want to hike Mount Fuji next fall. What should I do differently to prepare? То есть ты выкупи вопрос. Я залез на одну гору, теперь я лезу на Фуджи следующей весной. Или осенью, я так и не понял. Как мне по-другому Возможно, подготовиться? как-то по-другому нужно подготовиться. MUM is changing the game. With its language understanding capabilities, it would know you're looking to compare two mountains and also understand that prepare could include things like fitness training for the terrain and hiking gear for fall weather. Then, it's То able to есть, surface в useful общем-то, insights based Google on its сейчас deep выводит knowledge of the world. поиск не просто по каким-то запросам, а прям вот по контексту. То есть сейчас показали, как человек гуглит. Я вот забрался на одну гору, следующей осенью буду забираться на другую гору. Какая разница в приготовлениях? Как вам такой запрос в Google? И он готовит какие-то видео советы про разницу восхождения в этих горах.
If there are insights about Mount Fuji in Japanese, you might not know they exist if you don't search in Japanese. But mom can transfer language across multiple languages. Прикол, смотри, он сказал, что очевидно, что гора Фуджи находится в Японии. И, скорее всего, там будет больше информации об этой горе. Поэтому Мум будет искать на японском и переводить тебе ответы с японского на английский. Сразу посоветуй, где ботинки. Я могу Probably использовать эти ботинки, чтобы подняться на Фуджи. And the intent behind your query. Let you know that your hiking boots would just work fine, and then point you to a list of recommended gear in a Mount Fuji blog. Не, ну это вообще, какая-то жесть. это что-то вообще какое-то такое, ну... While we're in the Это early сюр days какой-то. exploring this new technology, we're excited about its potential to solve more complex чуть-чуть Только questions, что, no да, matter вот, how you Литери ask. прямо сейчас это Только сделал. вот, We're ну, already чуть-чуть, да? finding Чуть-чуть. other ways to Мои apply чуть-чуть, AI они как бы to solve ограничены. Я не могу information. супер чуть-чуть сделать. А он просто чуть тише, видимо, говорит. Наверное. Сделали Google громче. Lens, which lets you search what you see from your camera, your photos, Блин, я, кстати, right Лансом from your начал в search этом bar. году больше пользоваться. Around the И world, это, конечно, people офигеть. use Lens to translate over 1 billion words every day. This translation feature has been especially useful for students, many of whom might be learning in a language they're less comfortable with. Не, ну это какой-то... So now, thanks да, to our Lens team in конечно. Zurich, we're Сюр, rolling out a скажи. new Ну, действительно capability сюр. that combines visual Мне очень translation интересно, with будет ли он educational такое content from выдавать the web на русском и to help украинском. people learn То есть in more than это пока 100 languages. что работает так For только на instance, you английском. can easily snap a photo of a science То problem, есть когда нам and Lens скажут will provide релиз, learning resources in your preferred language. вот это вот очень Let's интересно take a look понять. at how a student in Indonesia is using this new feature. Ну погнали. Nama aku Siti Hilpisa, dipanggil Mamai. Aku kelas 9 SMP. В 9 классе Tentunya aku ingin menjadi ahli bahasa dan хочет seorang стать dosen bahasa учителем Inggris. английского. Это ее Tapi мечта. kegiatan belajar di masa pandemi ini Из-за untuk пандемии aku sendiri agak всю lebih susah. свою домашнюю работу делать стало Orang значительно tuaku juga tidak сложнее. bisa bahasa Мои Inggris. родители не говорят на Jadi, английском, mereka tidak bisa bantu поэтому aku они kalau не особо kesulitan. могут помочь, когда я где-то на чем-то застрял. Dia tanya ke orang, ibu kurang Она говорит, paham. она просит о помощи, но я не всегда понимаю, как именно я могу помочь, что, видимо, мама говорит. Google Lens memudahkan kegiatan belajar А di вот rumah. Google Lens помогает многие вещи Biasanya aku упростить. mendapat tugas pelajaran matematik yang Особенно bertuliskan если это bahasa Inggris. касается Gak hanya translate, dari situ aku juga bisa перевода terhubung dan langsung математических mencari tahu примеров на apa английском. terjemahan dan Ну, типа, она solusi учит untuk математику, но, pelajaran видимо, по matematika английским itu. учебникам и не всегда понимает какие-то вещи. И Google Lens, она в реал-тайме смотрит книгу, Untuk потом saat ini переводит aku на sedang ее родной berusaha язык, keras и она untuk лучше начинает belajar понимать lebih какие-то tekun, lebih математические rajin. термины, насколько я понимаю. Saya mau menggunakan pengetahuan saya untuk membantu masyarakat. Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Iya, senang, ibu senang sekali. Жирно. Belajar tidak pantang menyerah gitu. Ну, мой верх использования ленса был, когда я переводил инструкцию от одного девайса, обзорного, не буду говорить, какого там был спорный и непонятный для меня момент. А из-за того, что был релизный образец, не было на русском инструкции, я литерин с английского переводил, потому что я не врубал, что они хотят, конечно, я сделал. Я прям на бумажке, знаешь, щелк, и нужно хоп на русском. Получилось, кстати. You might remember the shark that joined us on stage. Last year, when many of us first started sheltering in place, families around the world found joy in AR. From tigers to cars, people interacted with this feature more than 200 million times. Now, we're bringing some of the world's best athletes to AR, so you can see how they perform Да, они some of все their больше и most больше impressive начинают feats right выдавать in front of ответы you. в VR, то есть ты можешь реально посмотреть на этот You can see предмет. how Megan Rapinoe juggles a soccer ball, or how Naomi Osaka pulls off a Прикинь 125 размеры mile per этого hour человека serve. в нашем случае. You can even see Simone Biles land one of the most difficult combinations ever Блин, completed. когда объединят We recently AR caught и up with VR, Simone to get her reaction to the AR Понятный и version of простой herself. девайс. Let's take ну a вот look. так, Вот чтобы проблема ты, ведь только в этом, на ты самом надел деле. очки, ты смотришь,
и видишь, допустим, вот эту 3D-модель человека или животного какого-то, но видишь через очки, не на экране телефона, вот так вот. А он прям вот подставляется тебе, как, ну, ты понял, о чем. Почему не сделать? Видимо, какая-то сложность в этом. Oh my gosh. She goes for the triple-double. This is very accurate. I see all the details that I need to get back in the gym and work on. Triple-double. Nails it. Что бы это ни значило. That one, yeah. Simone Biles double-double dismount. Pops up anywhere. Wow, look at that. Let's turn her. Ну это сейчас для нас вообще какая-то история. Like Типа они могут посмотреть, как другие спортсмены типа выполняют этот трюк и более четко посмотреть в деталях, как это происходит. Покрутить. То есть от динозавров в реал-тайме в VR мы пришли к этому. Недурно. Ага, у нее в беременне 4G нет для нормальной работы ланс. Я для вас плохие новости, погуглите. Только что, когда показывали AR, показали телефон без селфи. Я молчал на самом деле. Ну так, просто решил ничего не говорить. Мало ли вспугнул. Александр уже там пишет. Погуглите насчет того, какой интернет есть в Индии, вы сильно удивитесь. А что тут? Да тут втирают, что ага, у нее в деревне 4G нет есть для нормальной работы ленс. Зачем 4G для нормальной работы ленс? Я тоже не знаю. Ленс. At our foundation, we design our ranking И это systems была to Индонезия, если prioritize это была не Индия. high-quality content. And for critical topics like COVID, we elevate information from expert sources. People come to Google to evaluate claims they've heard, whether that's in conversations with friends or something they read about online. Over the past year, searches for, is it true that, were even higher than how to bake bread. And that's saying something, given last year's sourdough craze. We're building features that make it easier for you to evaluate the credibility of information right in Google search. One of the ways we're doing this is with about this result, a feature we launched earlier this year that makes it easier to check the source. Мы тут что, реально надолго застряли, Just получается? tap the three dots next to the search result to see the details Они about раньше к the этому моменту уже заканчивали. including its description, when it was first indexed, Мне мало чем and whether your сбить connection to the осталось, мне site is страшно. secure. Если там сейчас какая-то шляпа будет, мне придется вставать. This Лена context смотрит is трансляцию, especially можешь попросить important принести if it's a site кофе. you haven't heard of and want to learn more Неудобная about it. упаковка. Ну, такого цвета. We'll start Так, rolling для out тех, кто about не в this курсе, мы result едим to all конфетки из Гарри English Поттера. results worldwide. Так, значит, у меня либо, я, кстати, вытянул Later this year, we're going to add это, видимо, even вот more это, detail, либо like how the site describes грязная itself, what дишвотер, other типа sources are saying about it, and related articles to тряпки check out. или праздничный пирог. У тебя, кстати, синяя, типа повезло, это либо зубная паста, либо Berry Blue, ну, типа то есть ягодная. не больно, да? Ну, но там такая зубная паста, которая отвратительная, я ее уже ел. Так, ну, поехали. У меня грязная тряпка, я просто сразу узнал. Зубная паста. Ну, кстати, не ужасно. Такая же ужасная. Грязная тряпка, она ужасная. Чудо-то какое, стакан исчез. Спасибо. Ну, зубная паста норм, кстати. Я не знаю, бы. мне от этой зубной пасты было нехорошо. Простите, это пока там перебивочка мы... Изменения в Google Maps, более 100 разных улучшений благодаря искусственному интеллекту. Let me share just a few examples. We've seen how helpful AR can be to see how athletes perform their most impressive feats. Кстати, насчет AR. Блин, как оно круто работает. Написали комментарий, запустили трансляцию, значит, сидите до конца, ибо зачем было ее запускать? Так никто никуда не уходит, подожди. Это самый важный день для меня. Я, кстати, вот этой штукой пользовался. Я тоже. У меня плохо работал. Очень хорошо работал. Я в Варшаве пробовал. Вот прям пушка.
So far, though, Оно Live View has хорошо been focused работает on везде, где navigation есть to help стрит-вью. you Вот easily вообще get без from вопросов. point A Я to думаю, в point Варшаве B. есть, я не проверял, но But у меня now you работало can плохо. also use it to explore the world around you. Напишите в комментариях, кто пробовал AR-навигацию. Это когда ты, ну, And instantly see details about открывается the камера shops and the телефона, и restaurants он around прям you, вот тебе вот так вот including how подписывает busy все. they Я are, просто пробовал в recent Варшаве reviews and photos of those popular dishes. в прошлом This is году. possible because we Работало match what плохо. your Еще до camera sees. Я тебе скажу, карантина. что я в Одессе этим Millions of пробовал businesses пользоваться, и Да? это sharing rich работало. information on Google Maps. In Ладно, addition, возможно, there are что-то a host of new поменялось. features coming to Live View later this year. Попросили только ничего. First, Так никто ж не we're чувствует. adding prominent virtual street signs to help you navigate those complex Я вообще, честно intersections. говоря, удивился, когда осознал, что оно реально Second, работает в Одессе we'll point you нормально. towards key landmarks and places that are Вот, это, important кстати, to вот you. не было Like the direction вот of в your том hotel. виде, в котором я сейчас говорю. Вот то, что Third, там прям we're значки bringing it зданий, вот indoors такого не было. Внутри to help you здания. get around some of the А вот это hardest жир, to navigate buildings. конечно. Ну, like это в airports, аэропортах вот полезная transit штука stations будет. and malls. Очень, я считаю, больших. Indoor Live View will Но для start того, rolling out чтобы in это top train работало stations, внутри, airports, and это ж Zurich нужно, this week, чтобы and will come to Tokyo ну, next month. администрация здания это сделала. правильно? Через Это какие должны быть- устройства, должны быть какие-то ну методы. да, работает весьма хорошо, но батарейку сильно ест. На But каком AR устройстве isn't the вы это only way делали? we're bringing a whole new level of richness to Google Все это Maps. пробовали. Я пробовал на Pixel We've 4 heard from XL, many of Руслана, you я так that you'd понимаю, like на to have more iPhone 12, granular да? information about your Или на surroundings. 11 Я был еще. с каким-то Android That's why we're телефоном. bringing you the ну, most не знаю. detailed street maps we've ever В made. Питере AR вообще... Слушай, ну, Take this хорошо, image of ладно. Columbus Circle, one of the most Я complicated же говорю, в начале intersections in 2020-го я пробовал в You can now Варшаве, see и where the работало не очень. sidewalks, Надо the будет попробовать crosswalks, еще раз. the Вау! pedestrian islands are. Something that might be Прикинь, incredibly helpful if you're можно taking будет young теперь children out увидеть on a даже walk, or пешеходные absolutely переходы essential Где и лучше светофоры, wheelchair. чувак. Thanks to our application of advanced AI Вот это technology, прикольно. Но опять же, это on будет robust добавляться street view and aerial Гуглом. imagery, we're on track to По ходу launch я detailed им, street чувак, maps потому in что у него 50 что new есть cities стрит-вью by the end фотки, of он the и year. так видит разметку. Having Понял, в чем access to rich прикол? information Вот is в чем useful, прикол. but it can also become overwhelming. Нафига So заставлять we're людей это making the самим map more рисовать? dynamic Согласен. and more tailored, highlighting the most relevant information exactly when you need it. Так, ну я смотрю, что работает 8 a.m. on a weekday, очень хорошо, we'll написали, display по the фото coffee нашел shops and улицу, bakeries дом more 1.1 в prominently Львове than that. работает. Все, Well, at окей, 5 p.m. я понял, we'll highlight хорошо. the dinner Я же говорю, в restaurants that 2020 match году в Варшаве я Прикольно, пробовал, оно работало будет слабо. подсвечивать Places have been разные more места suggestions в for similar зависимости spots with от just a времени single tap. суток, когда ты заходишь в And if Google you're in a Maps. new city, we'll make Знаешь, it вот эти easier вот to точки find those интереса, local когда он по landmarks каким-то and tourist непонятным алгоритмам attractions. что-то тебе Right on подсвечивает, the а что-то map. нет. You'll start seeing this more Я tailored тебе не map in the рассказывал, да, что coming мне weeks. подсвечивалось в Google And as картах you're последний planning раз? your day, people have found it really Я useful, проложил маршрут especially during с this pandemic, офиса домой. to see how busy a place is И before heading ну, out. отдалил карту, чтобы посмотреть пробки. Now we're И expanding this единственное, capability что from подсвечивалось specific places, в центре like Одессы, restaurants and shops, стрип-клуб. to neighborhoods with the feature Почему? called area busyness. Возраст такой. Нет, это, ну, то есть я не You wanna head гуглил, over to the ни- Spanish вообще Steps, абсолютно one of ничего. nearby shops. Просто достаточно было подумать. Area busyness you'll be able to understand at a glance if it's the right time Проложил for you to маршрут go, домой, он мне пишет based on how стрип-клуб. busy that part of Прикольно. the city is in real time. And as you heard before, we use our industry-leading differential privacy techniques to protect anonymity. Android Это еще вот не так, показали. так вот AI работает. Area busyness will roll out globally in the coming Android months. не показали, и Pixel So that тоже was не a lot. показали. По сути, To физического We are ничего еще не expanding our live показали, view только capabilities, AI и... making maps more detailed Телефонов tailored сегодня еще пока and не showing you было. how busy certain areas are to help you make sense of the world all around you. All of this is possible because of our deep, deep commitment for over 16 years to build the world's most helpful map for people everywhere. Капец, Google Maps 16 лет, чувак. That means mapping roads Они уже в across старшей more than школе. 60 million kilometers, listing more than 1 billion buildings, creating a community of over 150 million local guides, and finally, Я жду, applying когда the most AI advanced AI сможет technology. по фотографиям, All по so you can спутниковым have the most фотографиям делать accurate, 3D-модели comprehensive and домов detailed на map картах. Ну вот как wherever you делает live in the Microsoft world, Flight Simulator on any device. с 3D-моделями Android or городов. iOS. Крутая штука. Вот было бы прикольно, если бы оно хотя бы приблизительно... Access to rich information is Просто crucial высоту when you're одобрять. exploring a Ну, new neighborhood. чтобы объем... Оно даже от этого более понятным становится, And over the особенно past людям, year, которые не that's дружат с increasingly картами meant на turning to уровне... Google to help you shop. Ну, допустим, жизни. ты включил To tell навигатор you в more about
машине, да, у тебя не просто показывается там сверху вид, а прямо вот как ты едешь, типа вот поверните, вот, ну, как AR. Да, зря ты по стрику заговорил, там те в чате уже булят. Да, мне еще не пришли сообщения. Слушай, Билла зовут Билл Рейди, получается, что он всегда готов.
and make it more helpful for you. We're doing this in a big way for shopping. More than 1 billion times a day, people are shopping across Google. В общем, более миллиона раз в сутки или миллиарда раз люди используют Google для того, чтобы что-то купить. Теперь вам будут впаривать это еще качественнее. Вообще, честно говоря, удобная штука. Я рад, что я дал вам тему для разговоров в комментариях. Our most comprehensive data set for billions of products and the merchants that sell them. Building on the knowledge graph, the shopping graph brings together information from тебя websites, подсветили стрип-клуб, потому что они добавили рекламу в Google карты в виде точек мелких предприятий, которые проплатили рекламу. Теперь в Google карты отображаются всякие юристы и так далее, и метка с квадратиком. Возможно, я просто как целевая аудитория, то есть... Ты просто постоишь и говорю, пора уже по возрасту. Стрип-клуб сделал таргетинг на бородатых мужчин за 30. Ну ты так говоришь тоже за 30, Ярик. Ну, сделал таргетированную рекламу, и мне показывается, отображается единственное вот, место по пути домой, у меня просто подсвечивается стрип-клуб. Потому что компания заплатила за таргетированную рекламу. Реально не подсвечивалось, мне прям интересно стало. А ты теперь представь, что тебе будет выдаваться по поисковым запросам, ты что-то пишешь, хочешь найти, а тебе предлагается не то, что популярно, а там, где на тебя таргет поставили. Вот, пожалуйста, мне подсвечивается мандарин. Мойка. Мойка мандарин тебе подсвечивается. Торговый центр Атриум, заправочки, Метр, кстати, подсветила. And similar items too. Так, а ну, I showed the patio set to my daughter. Давайте теперь все вместе сравним, да, карты и посмотрим, что у нас подсвечивается. Это не то включил. Starting with the Google Images tab on search, where we see hundreds of millions of shopping searches each month. Thanks to the shopping graph, we could explore options from across the web to find what we liked, see that it was in торговый stock, центр, and check out what's цветы. available. Кстати говоря, я там часто покупаю цветы. Больница, ну потому что за торговый центр, метро. Ну вы поняли, откройте Google карты и чуть-чуть уменьшите зум, отдалитесь. И вот что подсвечивается? Одесский погрузчик. Тихо, не стучи. Короче, можно теперь по фотке найти, в чем был одет ваш любимый спортсмен, например. Earlier this year, we shared that we're building a new experience to make it easier to shop products you learn about. Теперь есть интеграция в YouTube, чувак. Вот это, кстати, у нас тоже может касаться. То есть оно, смотри, оно в реал-тайме показывает значок видео. I don't know about you, but I often jump around from site to site when I'm comparing products. Написала, что за шутку за стрип-клуб Пепси больше не наливает. Это не я, это Google. И напоминаю, что она смотрит нас. Короче, самое прикольное для нас с тобой, то, что теперь в Ютубе будет появляться карточка с товаром и ссылкой на него. Ну, типа, как конечная заставка ты можешь делать, но ты можешь делать... Помнишь, как раньше было, когда у них справа выскакивали в любой момент? Подсказки? Теперь оно будет выскакивать в момент, когда это на видео появляется. Вот только непонятно, как может ли креатор этим управлять. Вот тоже вопрос. Coming soon, we'll use your favorite loyalty programs for merchants like Sephora and Target to show you the best purchase options. Я думаю, сейчас многие интернет-магазины обрадуются, потому что теперь у них есть еще больше, в общем-то, инструментов для продвижения своей продукции. Вот эти вот прикольная фича, теперь можно трекать цены. То есть поставить себе, грубо говоря, колокольчик, если цена упала, например. Но это если товар в Google Shopping. Слушай, ну он же сегодня любой товар, по-моему, есть в Google Shopping. Он все им парсится, ну реально. Ты что не в eBay, у тебя всегда лента есть вот эта вот штука. Крупный магазин, ну товар туда не автоматически добавляется, компания не добавляет туда товар в Google Shopping. We accelerated our plans and made it free for merchants to sell their products across Google. Говорят в комментах, что Google Earth чуть-чуть умеет 3D-модели домов, но вот непонятно, как они там появились. Благодаря Google или благодаря каким-то бедным моделям, которые рисовали эти домики. Easier than ever for merchants of all sizes to get on Google. Together with Shopify, we're excited to launch a seamless integration so that the more than 1.7 million merchants on Shopify
can Вот reach это сейчас more инфа, consumers походу, для in a нас не matter of очень minutes. актуальна, потому что With Shopify, just a насколько я few понимаю, clicks, these работает только retailers can sign в up to США. appear across Google's 1 billion shopping journeys each day. From search to maps, images to lens and Я YouTube. вот сейчас проверяю Google Earth в 3D. Нет. Не, вот в deserve центр the most города choice заезжу. available. В центре будет. And we'll continue to Я innovate on смотрел эту shopping штуку along раньше. every step of the way. Какие-то вот знаковые вещи, типа So far, оперного там many of the ways we're показывался. using Вот, AI видишь, to make началось. information more useful for you. Ничего. Оперный AI нет. can also help us revisit Афины, our да. favorite memories and Афины moments, будут 3D-шные. especially this past year when many Вот я of us уже have been отсюда feeling вижу. nostalgic. Нет. To talk about new innovations in Ну, Google походу, не Photos, прогрузила. here's Shimreet. Плоские. Не знаю. Может быть, ну, какие-то... А у тебя уже оперативки Thanks, нет. Bill. просто. It's great to be back on campus, Блин, talking мой with you Макс all съел about всю Google оперативку. Photos. We capture photos and videos so we can look back and remember. They help us feel connected. And today, there are more than 4 trillion photos and videos stored in Google Photos. 4 But триллиона having so фото и many видео photos прямо of сейчас loved хранятся в ones, Google Фото. screenshots, selfies, И all для stored чего? Для together. того, чтобы Makes чей-то it hard искусственный to интеллект. rediscover the Не, ну они об этом открыто Саморазвивался. говорили с самого первого дня, In fact, поэтому... the vast majority of Да ради photos in бога. Google Это Photos помогает are мне never проще искать viewed. фотографии, которые мне нужно найти. And we've heard from you how powerful it is to rediscover a memory that helps you tell your story and reconnect. Я просто, ну, реально с женой So дикий today, power I user want to в show Google you Фото, new особенно features после that use рождения AI ребенка. to resurface Чувак, это meaningful такая moments штука and bring крутая. your memories to Просто. life. Я и раньше All while любил giving этот you more сервис, но control, сейчас они просто so мега you can крутые. choose what you want to relive. Ну, я уже знаю, что жена сегодня в Soon, стоке we're купила launching a ладошку. new way to look back that we're Прикольно. calling little patterns. Маленькие Little паттерны. patterns Ну, show the давайте magic in посмотрим. everyday moments by identifying not so obvious moments and resurfacing them to you. По-моему, она сейчас подвисла I'll чуть-чуть. Да, show you how по-моему, this works. только что было, да, This feature немножечко. uses machine learning to translate photos into a series of numbers and then compares how visually or conceptually similar these images are. When we find a set of 3 or more photos with similarities such as shape or color, we'll surface them as a pattern. When we started Вот тебе, testing little пожалуйста, patterns, этот we saw паттерн, some Да, great вот это который... из-за которого у меня работало на Like how one of Google our рамке. engineers И, кстати, traveled знаешь, the world возможно... Смотри, Favorite путешествие boring с stuff. оранжевым рюкзаком. Он Да. сам это Our product назвал. manager, Christy, Вау. had a habit of Причем, чувак, я capturing тебе говорю, objects что of я это уже similar видел. shape and Почему? color. Потому что у меня стоит на Or Google for Hub me, I бета-программа. received a pattern И у of меня есть my ощущение, family что они hanging уже out on the обкатывали это couch какое-то over the время. Потому years. что, ну, очень похожий We have прикол. so many fun memories there, but I didn't realize how many pics I'd snapped until I saw this. Прикольно. These photos on their own wouldn't necessarily be meaningful. Но нет, ну, But when they're я вот, pieced кстати, together, я they tell a прочитал story that's uniquely комментарии, yours. я тоже соглашусь, Google Фото, да, офигенно. always, То, these как он memories делает are эти, privately ну, presented подборки, to you то, что and are можно only искать visible по to предметам your на Google фотографиях. Photos Ты не помнишь, где ты, когда, что там In addition to фотографировал, но using ты machine фотографировал learning to какую-то better вещь, curate ты your помнишь, memories. что ты фоткал, ты Also просто want в to поиске bring пишешь, и он these тебе moments находит to life with фотографии, и ты cutting-edge можешь Кстати, если вы найти. что-то не Last смогли year, найти we в launched Google cinematic Фото, photos to help you relive your memories in a more по-русски vivid переключите way. телефон на английский, попробуйте на Да, английском. да. I Оно want to ищет show еще you лучше. how we're building on this feature with computational Ну да, не стоит photography забывать, что он to для make поиска still photos переводит. Да. even more immersive. When we take a photo, most of us actually take 2 to 3 photos of the same shot, just to make Да, sure we get the когда вы right one. делаете фотки, вы же всегда делаете несколько Any фотографий. parent who tries to get all their kids О, smiling да, and наша looking at тема the по camera at поводу the same детей, time чтобы will know словить what I mean. нужный момент. Это всегда больно. Cinematic moments will take these near duplicate images and use neural networks to synthesize the movement between image A and image Ты B. понял? То есть они между двумя фотографиями подключают нейронку для того, чтобы добавить туда кадры и сделать из этого анимированную фотографию. Как в Гарри Поттере было, понял? В газетке. Ну, блин, это, конечно, ну... Чувак, Это, знаешь, посмотри, как это работает. Знаешь, на что это похоже? Смотри, люди начинают улыбаться, хотя они не улыбались. Тебя это не пугает? Ну, мне, допустим, это... Ну, хорошая новость в том, что это всегда можно включить. Ладно, у тебя фотографии в целом, ты когда что-то фотографируешь, у тебя сохраненная фотография выглядит не так, как она была на самом деле, потому что у тебя там HDR-чик работает, какие-то улучшалочки, цвета и так далее. Но когда ты сделал фотографию, там, где человек стоит с грустным лицом, а он у тебя начинает с помощью ИИ просто улыбаться, но это уже жесть. Ну это прям вообще too much. For me,
Просто ты можешь отключить, но ты где-то на какой-то фотографии у тебя было одно выражение лица, но у тебя ты сохранишься. Я не могу сказать, что они там меняют лицо, понимаешь? Тут вопрос о движениях, вот этих микродвижениях. То есть они просто добавляют фотографии чуть-чуть живости. И то в любом случае уверен, что он по кнопке отключается. То есть, типа, это как лайффото на айфоне. Ты зажал, оно двигается. Ты отжал, оно не двигается. Я уверен, что он, скорее всего, где-то так работает. Он сказал, что он дорисовывает между двумя разными фотографиями. Да. И там также показали, как люди начинают улыбаться и смеяться с таким этим вот эффектом улыбки искусственного интеллекта. Знаешь, как эти вот приложушки? Ну, я чуть хотел. Только позитива, вот тебе чуть-чуть негатива. Жесть. Rename the memory, or remove it entirely. We're making all these controls easy to find, Remove this so you memory. can make changes in just a few taps. Оно даже звучит. Потому что ты развелся с человеком, у тебя вылазят такие его фотки, а потом, как ты провел в прошлом году. Понимаешь, в чем проблема? То, что ты вот фотографируешь, у тебя появляются фотографии, которые сделаны искусственным интеллектом, ну, какие-то промежуточные, там, еще что-то, ну, не настоящие. То есть, по сути, это что-то нарисованное. И у тебя потом в дальнейшем, когда ты смотришь, эти фотографии, ты уже не понимаешь, это реально было или это нарисовал ИИ. Но всегда же есть точка А и точка Б. Он просто дорисовывает, что было между ними. И делает это очень аккуратно. Насколько аккуратно? Только они знают, работа HDR не бывает. Только они знают, насколько это аккуратно происходит. Ну ты же увидишь, аккуратно или аккуратно. Ну посмотрим, как оно будет работать. Что сейчас было, я не знаю. Это, знаешь, это вот похоже на... вот так вот ИИ начинают менять что-то, улучшать, делать что-то красивее, а потом в конечном итоге, ну, я сейчас не в пределах там года-двух, меняется история. Это, ты знаешь, такой эффект Манделы получается. Ну да. Это вот, ну, если кто-то не знает, что такое эффект Манделы, вспомните, вот есть игра «Монополия», и вот классическая «Монополия», там, где на английском написано «Монополия», и там такой человечек стоит в шляпке. Вот видишь, вот он говорит. Ты знаешь историю? Я в курсе. И вот вы когда вспоминаете этого человечка, вам кажется, что он во фраке, в шляпке и с монокуляром, ну, с этими, очки одинарные, монокуляр. Но на самом деле монокуляра там нет. И никогда и не было. А вам кажется, что он был. И вот так же вот с ИИ. Он что-то начинает дорисовывать, и ты потом уже не понимаешь, где было настоящее, а где дорисовал искусственный интеллект. Design has made computers more helpful by making them easier to use, вот, more personal. In 2014, we introduced material design to address the explosion in mobile вот ты неправильно написал. Я специально покажу твой комментарий. То, что вот он пишет кусочек видео в твою фотку, это давным-давно есть. Это не то же самое. У тебя есть фото А и фото Б, между ними ничего не было. И Google между ними дорисовывает анимированный переход от первой ко второй фотографии. Вот что происходит. У него не было видео изначально. У тебя есть две фотки разных. Вот в чем вопрос стоит. We believe this is a challenge for the whole industry. To acknowledge that emotion is essential and that beauty is personal. To face this challenge, we had to question everything. Instead of form following function, what if form followed feeling? Instead of Google Blue, we imagined Material You. A new design that includes you as a co-creator, letting you transform the look and feel of all your apps by generating personal material palettes that mix color science with the designer's eyes and engineering UI elements to respond in real time. Очень красивый пиксель без селфи-камеры. A new design that can flex to every screen and fit every device. Your apps adapt comfortably every place you go. A new design that never compromises on accessibility, granting transformative control of contrast, size, and even line width. Material can satisfy every need.
Блин, вообще разработка интерфейса это настолько сложная штука. Так, чтобы это было и красиво, и масштабировалось под разные устройства, и user-friendly, это очень сложно. Учитывая то количество функций и приложений, которые есть внутри системы. Вот этот дизайн, он уже пробивается потихоньку в ДП-превью. Вот местами ты его видишь. Но так очень аккуратненько. То есть они прям прячут его в Зачем сурдоперевод? Потому что есть люди, которые, прикинь, не слышат. Как тебе такой ответ? Что за вопрос, блин? We unify everything that Google makes through common proportions, textures, and shapes. Ну вот Google TV, они же тоже, вот, мне кажется, там головы ломали, когда думали, вот, как эти штуки, какого цвета они будут, какой они формы будут. Beyond light and dark, a mode for every mood. These selections can travel with your account across every app and every device. Видимо, Material View comes first to Google Pixel this fall, including all of your favorite Google apps. And over the following year, we will continue our vision, bringing it to the web, Chrome OS, wearables, smart displays, and all of Google's products. Material U is a way to design differently. Правильно, это уже релиз будет. Бета будет сегодня, скорее всего. Next are the details of Android 12. Beyond the redesigned widgets and your material palette. Новые редизайнутые виджеты. Спасибо, Apple, что дернули эту ниточку. Спасибо. Давно пора было уже что-то сделать с этим. Если они еще какой-то дизайн-документ представят для разработчиков, я надеюсь, что они это сделали. Да, чтобы виджеты были стандартизированы. Да, уже это беда. Они все, вот любой виджет сейчас функциональнее, чем на iOS, это факт. Да. Но они все ужасно выглядят. Выглядят очень плохо, потому что все по-разному. Да. То есть хорошие, есть отвратительные. Но вот этот ролик, кайф. Он, кстати, утекал у Джона Проссера. Что-то похожее было в последнем выпуске FTP, если я не ошибаюсь. Но не настолько развернуто, как здесь. Блин, кайф, реально очень нравится. Чувак, это пушка. Я понимаю, почему они тут несколько ДПшек прятали. Иначе бы эффекта не было бы. Ты посмотри, какая красота. Смотри, новые иконки. Ты обратил внимание? Да. Блин, кайф. Красиво. Давайте уже скачать пора. Hi everyone, it's great to be back live at Google I.O. What you just saw was a peek Не акценты, меняется все от цвета картинки. Какая картинка на рабочем столе, такой весь интерфейс под нее перерисуется. Я готов спорить, что там можно будет выбрать акцентный цвет, а не быть привязанным к обоим. Это ж супер тупо. То есть, скорее всего, можно будет, но я думаю, что это будет не единственная опция. 3 миллиарда активных Android-устройств. Жесть. This would never have been possible without the entire Android ecosystem. But there's so much more to do. And Android 12 is one of our most ambitious releases ever. Вот наш новый логотипчик There are официально 3 big themes that 12. we're focused on. First, smartphones are deeply personal. And we think your phone should adapt to you, not the other way around. Прикольная фраза. Телефон должен адаптироваться к вам, а не вы к нему. The OS should be secure by default and private by design. And third, we want all of your devices, TVs, cars, watches, and more, to work better together with your phone at the center. Вот эта история с тем, чтобы все-таки все устройства работали лучше между собой. Вот надо дальше двигаться в этом направлении. Все еще очень много незакрытых моментов. Everything, from the lock screen to system settings, revamping the way we use color, shapes, light, and motion. Inspired by Material U. Вот настройки, которые они показывают, они сейчас вот максимально похожи на то, что у меня уже. Чтобы это выглядело все, так на любом Android-телефоне, а не в конечном итоге эту красоту увидят только те, кто купят себе Pixel, либо Asus. Какой-нибудь Eleven Plus. I set it as my background, and voila! The system creates a custom palette based on the colors in my photo. Говорили. То есть
привязка к фотографии, но точно можно будет поменять акцентный цвет, потому что это сейчас уже есть в том или ином виде. Ну, не в таком развернутом, конечно, но там уже сейчас можно выбрать акцентные цвета для элементов системы. Но то, что эта походка будет автоматически, это прям кайфово на самом деле. То есть потом виджеты меняются, вот эта вся история. The result is a one-of-a-kind design, just for you. Кайф. And you'll see it first on Google Pixel in the fall. But this new UI is more than a visual redesign. Many interactions have been simplified and system spaces purposefully reimagined. Starting from the lock screen, the design is more playful with dynamic lighting. Pick up your phone and it lights up from the bottom of your screen. Press the power button to wake up the phone instead. Типа подсветка от той кнопки, да, прикольно. Even the clock is in tune with you. When you don't have any notifications, it appears larger on the lock screen, so you know you're all caught up. The notification shade is more intuitive, with a crisp, at-a-glance view of your app notifications, whatever you're currently listening to or watching, and quick settings. Вот я вот, опять же, я вот депкой пользуюсь, и я уже вижу вот эти кусочки, которые они потихонечку не смогли спрятать, и они здесь пробиваются уже в финальном дизайне, и это прям супер красиво. While still allowing for customization, so you can have everything you need right at your fingertips. And now, you can invoke the Google Assistant by long pressing the power button, making it easier than вот это надо было ever давно to harness the power сделать. of Google. Вот эту штуку первыми начали делать, по-моему, в OnePlus или в Vivo, что по зажатию кнопки питания включается ассистент. Да. Вот сейчас здесь этого нет. We greatly reduced lock contention. У нас это все еще либо по зажатию грани, либо по свайпу снизу, ну, в общем, куча вариантов. Но ведь самое логичное — это использовать кнопку питания под это. Android system server by a whopping 22%. Basically, everything's faster. There's a lot to explore in this new design, and I can't wait for you all to try it out. Now, the design isn't the only part of the device that's personal. Our phones hold so much important information, and it's critical to keep it private and secure. To tell you more about that, let me hand it off Так, to теперь Suzanne. про приватность и безопасность всего происходящего. Что-то, видимо, еще изменилось. Hi, everyone. From our first device to 3 billion today, we've designed security and privacy for everyone, no matter how expensive their device is. We've built game-changing capabilities for everyone, from file-based encryption to TLS by default and secure DNS to prevent traffic tampering and data breaches. And since 2017, Google Pixel and Samsung Galaxy have continually received the highest security rating in Gartner's annual Mobile OS comparison report. И Samsung устройства с 2007 получают самый высокий рейтинг по безопасности среди смартфонов на рынке. Let's start with a common experience: granting an app access to sensitive information. Turn-by-turn directions based on your precise location are really helpful. But we recognize that this access can also raise privacy questions. To give people more transparency and control, we've created a new privacy dashboard. Сделали новый privacy dashboard, то есть отдельное меню, где ты действительно понимаешь, кто и когда из приложений пытался что-то о тебе узнать. Класс. Мне нравится. То есть не просто место, где разрешение это либо да, либо нет. Мы на самом деле не понимаем, что они делают. То есть у него есть доступ к микрофону. Что он сделал с ним? Или с камерой. То есть теперь ты прям будешь видеть, когда и во сколько записывают, что ты думаешь о своем соседе, чтобы не показывать тебе его в рекомендациях. Например. Ну, интересно, у кого-то были случаи, когда вы просто говорили о людях, и они появлялись в Фейсбуке? О еде какой-то определенной, там, о пицце, суши, я не знаю, там. Меня это не в Фейсбуке догоняет, меня это в Инстаграме догоняет. В Инстаграме, в Фейсбуке, какая разница? Фейсбуком не особо пользуюсь. Чуть-чуть поговорил, и потом тебе, на, пожалуйста, доставленько.
Не, мне нравится, что они в эту сторону движутся и не прячут, как могли бы быть. Ну это как на iOS появилось, что когда работает камера, светит. Ну вот это продолжение этих же идей. Да, они просто их развивают, и это правильно. Потому что мы ведь действительно до конца не понимаем, насколько много телефон берет информацию, да. Тогда, когда ты не думаешь, что он берет эту информацию. And Smart Reply, which suggests responses to your chats based on your personal reply patterns. And there's more to come later this year. Так, вот это я не понял. Ну, у них есть функция, которая определяет, что играет. А что значит Smart Reply? Smart Reply — это история, когда Android читает. Это локально работает, важный момент. Это не использует для этого интернет. Допустим, тебе пришло смс-сообщение или там Telegram, и это пока работает только на английском, но у тебя прямо в всплывающем сообщении на основе твоих прошлых ответов на подобные сообщения и с помощью AI проскакивает несколько вариантов, чтобы ты мог ответить этому человеку, чтобы не писать, просто тапнуть, и он ушел. Just one of the ways we'll continue to pioneer innovation while also maintaining the highest standards of privacy, security, and safety. And there's a whole lot more for privacy and security in Android 12, which you can hear about in our What's New in Android Privacy session later today. Now I'll hand it back to Samir to talk about how we're building for a multi-device world. Multi-device world. Трансляция идет уже 1,5 часа. Они там, кстати, не на весь день. Не знаю чего. Thanks, Suzanne. У нас много батареек. Phones have become the center of our digital lives, and they interact with a ton of other devices we use on a day-to-day basis. Laptops, TVs, cars, and more. This next chapter of Android is focused on delightful and helpful experiences across all the devices that are connected to your phone, so that everything just works better together. Let's start by looking at how your phone works with your Chromebook. With a single tap, you can unlock and sign into your Chromebook when your phone is nearby. Incoming chat notifications from apps on your phone are right there in Chrome OS. And soon, if you want to share a picture, one click, and you can access your phone's most recent photos. Another simple example, let's talk about your TV's remote. If your home is like mine, the remote is missing like 50% of the time. To keep movie night on track, we're building TV remote features directly into your phone. Ну, кстати, это было, вот эта штука, то, что сейчас ее показывают, она уже есть на Android, но она выглядит, я извиняюсь, всратно, потому что не обновлялись с 2015 года. Там сейчас был новый интерфейс, а сейчас есть, оно вот прям все это уже есть, только выглядит вообще не так, как хотелось бы, чтобы оно выглядело. То есть они очень давно это не обновляли. In fact, Android Auto is available in more than 100 million cars. Мне Android Auto очень интересно, что они с ним сделают, потому что дизайн мы относительно недавно меняли, в принципе, полгода назад. No more cords. We're also really excited to introduce support for digital car key. Car key will allow you to lock, вот, пожалуйста, вслед за Apple, они сделали тоже цифровой ключ для автомобилей. NFC and ultra-wideband technology, making it super secure and easy to use. Just walk up to your car, step in, and away you go. Ждем на AliExpress замков с NFC для машин. Потому что вопрос с магнитолой именно так порешал. With select Google Pixel and Samsung Galaxy smartphones, and we're working with BMW and others across the industry to bring it to their upcoming cars. Потому что Samsung с ними очень коллабится в этом вопросе. Они же security патчи получают синхронно с пикселями сейчас. То есть на последнем Galaxy и на последнем Pixel разница с точки зрения безопасности литеры никакая. Если там где-то дырка есть, то и там она будет. Beta 1 available today. Для кучи смартфонов, кстати. To industry-leading innovation in privacy and security, and better experiences across all the devices in your life. There's so much transformative technology coming to your phone this year. С утра, да? А куда денемся? Let's go Что-то придумаем. To what we believe is the next evolution полный of mobile Android computing. 47 минут. Такое, знаешь. Часы. I'm excited to tell you about the biggest update to Wear OS ever. Подожди. Можно, пожалуйста, часы? It's bigger update. Часы, Building пожалуйста. a unified platform jointly with Samsung.
focused on battery life, performance, Ну and это making it логично. easier for У developers to Samsung build самые great apps for the клевые watch. умные часы, если мы не говорим про это. Подожди, A whole new Samsung что, от consumer Тайзена experience, откажется? including Походу, updates to your что favorite Google да. apps. And third, a world-class health and fitness service created by the newest addition to the Google family, Fitbit. There's a lot to Смотри, share here. Fitbit купили, Samsung Samsung загробастали, и сейчас Pixel Watch, бам, и мы все такие... Samsung and Google have a long history of collaborating. From the early days of Android, whenever we've tackled problems together, the ecosystem has grown for everyone. ERS 4 And now на we're Wear combining OS, the best например. of our two operating systems, Wear OS and Tizen, into a unified platform Чё, как их focused on объединили? Ты faster понял, что performance, происходит вообще? longer battery life, and a thriving developer community. Слушай, ну вот это поворот. Together, we've made apps start up to 30% faster. На and animations 30% and transitions приложения are будут super быстрее smooth. запускаться на 30%. We're also addressing what consumers always want from a wearable. Longer battery Longer life. battery life. Ничего себе. By taking advantage of smaller, lower power cores, вот we это can do поворот. things Вообще, like вообще run the поворот. Учитывая, сколько Samsung Tizen форсили, и просто сейчас такие, да, объединим с Wear while OS. giving you plenty of battery to spare for the next day. This combined platform isn't just for Google and Samsung. It will continue to be available for all device makers, which means То developers есть ты can build понимаешь, apps with a Samsung single сделал set of ходок APIs вообще. То and есть они reach объединили с millions of Google, consumers all over the мержнули world обе through the системы, Google Play и теперь, Store. по сути, код Samsung будет To на hear всех more Wear about OS our часах. Вот partnership, это it's my многоходовочка. privilege to welcome Patrick Chomé, who leads all product and experience at Samsung Mobile, to Google I/O. Пипец Ну все, неожиданный поворот. сотрудники Samsung уже на Новый. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Thank you, Samir. For the past 12 years, Samsung Вот and это Google поворот. have worked Вот together. это... То есть, понял, And они made не Samsung могли Galaxy замочить and Apple Android по successful. отдельности. И такие We типа, strive слушай, to давай create дружить. innovative experiences Ну это for хорошо, это Samsung клево. Galaxy users. Most recently, we pioneered foldable devices and delivered rich communication experiences Тут in французский Google Duo вообще. and Messages. And we are very excited about the new chapter of our partnership, wearables. The Galaxy Watch is already loved by Android smartphone users with our signature designs, cool watch faces ecosystem, an innovative health platform. То есть We are следующие bringing the best of Samsung these будут Galaxy выходить на Watch Wear OS. capabilities together with Google on a single platform, unifying the ecosystem for customers and developers. Вот этого реально We все work выиграют. closely to optimize performance, meaning И они, и мы. better Ну, responsiveness and longer мне battery нравятся life. физические You часы will also be Samsung. able to Ну, а enjoy S Google тебе не Apps нравилось, services, потому что со Tizen, софт like the Play приехали, Store, да. Google Maps, and more on the next Samsung Galaxy Watch. I am truly excited to welcome the developer community to our new, vibrant, and open ecosystem. Thank you. Back over to you, Samir. Ну, то есть все, 100% следующие часы от Samsung будут на Wear OS. Мы так долго этого на самом деле ждали. Thank you, Вспомни, Patrick. сколько лет назад мы еще об We're этом very говорили. excited about our partnership, and I know many developers will be thrilled about our unified platform. On top of this new foundation, Wear is also getting a big update to the consumer experience. To tell you more, let me hand it off to Björn. Слушайте, ну вот это, конечно... Вот это вообще вот это неожиданно, да. Мы тут пиксели ждали, а тут Samsung Thanks, Samir. Hey от everyone. Тайзена Over the отказались. last 7 years, we've learned a lot about what people love most Ну, about their объективно, то, что они smartwatch. говорят, что они And we've объединили built a whole Tizen new и Wear experience. OS. Это типа, чё? Вот такая реакция у меня реально Ну, в сейчас. смысле объединили? Они просто Our new взяли navigation system makes Wear it OS, просто faster than ever to будут get things done on устанавливать. your watch. Ну да, ну там же речь идет о том, You что can они access shortcuts to объединили эти две important операционки, functions like instantly чтобы по switching большому to счету, я another app. понимаю, там ядра одинаковые. Let's say I'm running with И Strava, взяли and лучше I'm от about to Tizen hit that и long, добавили это в grueling Wear hill. OS. I В just том числе автономность, double-press потому что у to switch to Тайзена my хорошая last app, автономность была Spotify, всегда. put on my most motivating song, and then switch right back without missing a beat. It's Многозадачность. such a simple thing for a more helpful and fluid experience. Сколько там ядер должно будет? People have also told us they love getting glanceable pieces of helpful information just to swipe away from their watch face. So we're expanding our collection of tiles. Thanks to the new Tiles API, any developer can create one, giving people many more ways to customize their home screen carousel. Now I can go from checking my next meeting to the weather forecast to this new tile from Calm, which helps me relax before a stressful event like
presenting at Google I/O. We've also been hard at work revamping the wearables app experience with a material design update and expanded capabilities, starting with your favorite ones from Google. This includes things like getting turn-by-turn navigation in Google Maps when you leave your phone behind, being able to use Google Pay in 37 countries and more than 200 public transit systems around the world, or downloading music from a catalog of more than 70 million songs for offline listening in a YouTube Music app, И батарейка улетала с такой скоростью, что это только на бумаге. Ну, она нормально работает, и только с Apple Maps. Ну да. Вот. Но вот проблема в том, что до многих странах Apple Maps все еще не ок. Вот в чем беда, понимаешь? Все эти покупки, которые они делали, они все, блин, были не зря. I'd love to welcome James to share more about our collaboration. И ты видишь, не замочили Fitbit, оставили им бизнес. Я, кстати говоря, тоже обратил внимание. Они именно говорят Fitbit, они не говорят, что мы там у нас. Это как с Nest'ом было. Они же нас тоже купили и превратили, по сути, в свою экосистему. И, кстати, вот правильно заметили, и показали Spotify вместо YouTube Music. Потому что они целятся на то, что если ты покупаешь Android-часы, у тебя будет свобода выбора, а не привязка к одному конкретному сервису. Это всегда была идеология. Это всегда была эта идеология. Ну так, чтобы Apple показали Spotify. Я в жизни себе не могу это представить, чтобы они на Apple Watch показывали Spotify вместо Apple Music. Понимаешь, если для Apple они только встали на путь сервиса, и им важно сейчас пушить свою историю, для Google это был пройденный этап. Они и есть сервис. Все. Ну, они первоначально. Да, поэтому им не нужно рассказывать, какой у них классный YouTube Music. Мы все это в курсе. All this is just the beginning of how, together with Google, we can do even more to inspire and motivate people on their journey to better health. Back to you, Samir. Ну, конечно, очень хочется посмотреть на девайсы. Мне кажется, что они нам сегодня хардвер нифига не покажут, чувак. Они в ноябре нам бахнут презентацию с новыми часами, с новым телефоном. А наушники просто втихую подкинут на сайт, как они это обычно могут, знаешь, и мы завтра узнаем, что оказывается вышли наушники. Правда, ради действительно давно было пора это сделать, и это объясняет такой длинный перерыв в обновлении девайса, потому что было ощущение, как будто бы все, вот, приехали. Либо они готовили что-то новое. А они просто принципиально новую вещь какую-то делали. Новых пикселей не было, наушников не было, Android 12 показали. Один из трех неплохо. One of the most important parts of any smartphone is the camera. Pictures are deeply personal and play an important role in shaping how people see you and how you see yourself. But for people of color, photography has not always seen us as we want to be seen, even in some of our own Google products. To make smartphone photography truly for everyone, we've been working with a group of industry experts to build a more accurate and inclusive camera. Let's take a look. Чего? People tend to think that cameras are objective, but a bunch of decisions go into making these tools. And historically, those decisions have not been taking people of color into account. It's still reaffirming this idea that Black people aren't worthy of being seen. So far, we've partnered with a range of different expert image makers. Это, походу, этот прикол-дес связан с тем, что сложно сегодняшними смартфонами фотографировать чернокожих. Когда я с ними не сталкивался, мне было пару раз ни разу. Это проблема, потому что смартфоны просто не вытягивают. Ну, очевидно. И они что-то сделали с алгоритмами, которые, видимо, позволят Google камере because of pictures were taken of her when she's younger. How many little girls are thinking they're not beautiful because they were the darkest skinned person in the photo and they didn't get represented? Это прям прикол. The work is for us to do. It's not for people to change the way they look. It's for us to change the way the tools work. Ну, в целом чернокожих.
Our engineering team is learning a tremendous amount working with these experts. Твой And we're компьютер making может changes говорить как to our Плутон. computational photography algorithms to address long-standing problems. For example, we're making auto-white balance adjustments to algorithmically reduce stray light to bring out natural brown tones and prevent over-brightening and desaturation of darker skin tones. We're also able to reflect curly and wavy hair types more accurately in selfies with new algorithms that better separate a person from the background in any image. для размытия. Потому что с этим тоже была проблема, очевидно. Потому что алгоритмы до этого учили только на белом. Понял, в чем прикол? Они не думали об этом, когда создавали камеру первый раз. And we're committed to sharing everything we learn with the entire Android ecosystem so that together we can make cameras that work fairly for everyone. Thank you. Блин, чувак, ну как-то мне бревна офигенно тоже. Они нам сейчас просто, знаешь, так вот завесу чуть приоткрыли. Но по факту ничего не рассказали, да. И это очень удивительно, потому что обычно они всегда на I.O. выкатывали все про Android. Машинка Google карты. А тут прям очень аккуратненько и чуть-чуть. We want to build a more helpful Google for everyone, to increase knowledge, success, happiness, and health beyond anything previously possible. Today, I want to bring you inside to see how our recent advances in image recognition are helping to solve some of the world's big health challenges. Let's start with breast cancer, a diagnosis that 1 in 8 women will face in their lifetime. Mammograms can help catch breast cancer earlier, but half of all women experience a false alarm across a decade of screening. So we've been working to make mammography better. Last year, our research demonstrated AI's potential to analyze screening mammograms with accuracy similar to clinicians. And now we're collaborating with Northwestern Medicine on an investigative device research study to better understand how AI can apply to the breast cancer screening process. Let's hear why this matters. When we found out Grandma had breast cancer, it was in the late 90s, and it wasn't something that anyone talked about. So my first mammogram was nerve-wracking. Waiting for the results. Every thought runs through your head. What if they find something? Рак молочной железы. Я на всякий случай решил загуглить. Это One of the greatest ранние anxieties стадии рака about молочной having mammography is the wait. It may take radiologists days, sometimes weeks, to get through the list of mammograms that need to be read. This is a national problem. We don't have enough people doing what we need to do. И один заметил новый With the пиксель, research когда study that девушка we're doing фоткала, with был Google, показан явно we're не using пятый, сканера сзади artificial не было, и intelligence подпись была that из стекла. scans the mammogram Чего? image. It helps Я не flag увидел. patients that may need additional imaging. I get an email Так, that наш says the секретный patient has been суперагент flagged, Александр. and if I Вы не agree заметили with the это? patient, Ищи then I take скриншот, more мы не pictures. заметили. We're just at the tip of the iceberg in terms of what we can do with artificial intelligence. We would like to see that we are getting patients faster through the system. If we can show that, then we can potentially change radiologists' operations in such a way Знаешь, прикольно, that they что can они prioritize patients that need care что first. они So it will be very exciting лезут to в подобные see the вещи, results of потому this что мне study. кажется, что там действительно им есть что показать This и is a помочь. great С их example of how we're технологиями, с learning их if AI could support пониманием clinicians того, как in their работает work to искусственный triage интеллект. patients. At Google, we want everyone to have the highest quality care. Technology can and should help close the equity gap. That's why we're working to bring this technology to bear on important global health challenges, from diabetic retinopathy to our new work to improve tuberculosis detection using image recognition on chest X-rays. We also believe AI can assist you in your daily health.
People come to Google search every То есть, я day так понимаю, to конечная ask идея в том, questions about чтобы their ты health. мог For сфотографировать example, we буквально свою see грудь, billions of queries each year related to и смартфон dermatologic буквально тебе issues. скажет, все ли у This тебя is ок. no surprise because derm Я, conditions честно говоря, не affect понял. about 2 Ну, мне billion кажется, Я думаю, что к этому что, все я идет. думаю, There что are not enough specialists to meet the вот need. эту часть And это so we надо wondered, how посмотреть can AI с help техническим when you're правильным переводом, потому что я searching правда and я не asking, все понимаю, what что она is говорит. this? Meet our AI-powered Dermatology Assist tool, a Class 1 Ну вот, CE-marked допустим, medical да, она device that фотографирует uses просто machine свою learning кожу, to help ну find там, answers to common и derm можно определить conditions раннюю стадию right from your smartphone or развития computer. From Каких-то, your phone, видимо, just заболеваний upload 3 дерматологического different photos характера. taken from various angles Там, of the например, по skin, точкам понять, hair, or nail issue that you want to learn about, and answer Просто some basic дерматологи сейчас questions вышли из about your чата, знаешь, symptoms. типа. AI model handles the rest. In a matter of seconds, you will have a list of possible matching dermatologic conditions, and then we can help you get Ох, ну relevant это, information конечно, to learn more. с одной стороны это It классно, seems а с другой simple, стороны, but developing an effective AI если model этот for алгоритм что-то dermatology сделает не requires the так capability и ну, to interpret millions неправильно and millions of интерпретирует images, эту Я фотографию. вот тебе что скажу. Сам факт того, что они об этом уже говорят, видимо, говорит о том, что этап, на котором он мог что-то сделать не так, видимо, пройден. Иначе бы зачем нам это все знать? Including 90% of the most commonly searched derm-related questions. Блин, ну ведь все логично, у них есть информация во всех этих запросах. Они ищут это, они дают им то, что они ищут. И они могут закрыть эту вот проблему. Ну да. We've just looked at ways we're applying AI to support people and caregivers everywhere. But health isn't just driven Ну да, by я уверен, medical что care. они не просто так придумали сделать это. Просто посмотрели, что люди ищут, там, как выглядит там, рак кожи, что это такое, там, высыпание на коже. И вот они вот как-то вопрос, что он ищут сделает? Он скажет, решение. чтобы к врачу шел и проверил. Да нет, речь идет о том, что иногда люди себе надумывают какие-то вещи, а иногда нет. Ну типа, вы когда-то пытались еще симптомы гуглить в интернете? Это ж ужас. Это ужас. Это нельзя делать в здравом уме. Особенно если вы впечатлительны. Что вам напишут, что вы литеры мертв уже. Ты просто гуглишь, и ты уже мертв. We were all grateful to have video conferencing over the last year. It helped us stay in touch with family and friends and kept businesses and schools going. But there is no substitute for being together in the room with someone. So several years ago, we kicked off a project to Меня как use раз это и пугает, что technology ты, to explore what's когда possible. гуглишь симптомы, We ты call пугаешься, а it когда ты Project начнешь, Starlight. ну, будешь It иметь builds on возможность the different сфотографировать areas of computer какое-то science I высыпание и spoke about получить today. сразу диагноз. And relies on Ну, custom-built ну не да, диагноз, понимаешь, highly если тебя что-то specialized сподвигло techniques. сфотографировать какую-то хрень на Я своем уверен, теле, видимо, это означает, что тебе в принципе for пора к offices. доктору, а это We предварительный thought it'd be результат. fun to give you a Но look это at уже these понимание того, что с experiencing тобой it for происходит, the first понимаешь? time. А не Let's take a накручивание себя всю ночь перед походом к доктору. Ты же знаешь этих людей. Всю ночь или пару месяцев? Ну, тут за тебя зависит, сколько ты будешь ждать. Люди так годами ждут. So, you look beautiful. I could feel her and see her, and it was this like 3D experience. I just saw my sister as if she was right in front of me. I really, really felt like she and I were in the same room. It was like she was here. Hi. Wow. Сейчас стрёмно было. Что это было? Они каким-то образом Some key создают advances have made this3D-модель для experience видеосвязи. possible. First, using high-resolution Вот это cameras вообще вот, and custom-built depth Star sensors, Trek! we capture your shape and appearance from multiple perspectives, and then fuse them together to create an extremely detailed, real-time 3D model. Extremely The detailed. resulting data is huge, many gigabits per second. To send this 3D imagery over existing networks, we developed novel compression and streaming algorithms that reduce the data by a factor of more than 100.
Я, честно говоря, в панике. Мы пришли посмотреть на новый телефон. Я просто сейчас смотрю, что, ну, как бы все, уже назад дороги нет, 2021. И просто создает твои 3D-модели, рисует недостающие... Смотри, у тебя уже тут есть топ-сенсор, у тебя и у меня. Чувствуешь, чем пахнет? Вопрос только вычислительной мощности, чувак. Датчики-то все уже есть. Меня правда это пугает и... Ты прикинь видеосвязь без этого долбанной компрессии, всей этой шляпы. У тебя в реал-тайме все рендерится. С идеальной картинкой. С отделенным фоном, где не надо думать, в чем ты одет. Вообще выкупаешь, что происходит? Но это неправда. Какие возможности, чувак? Но это неправда. А ты что? Вчера родился, что? Помнишь, нам пару лет назад там Apple мемоджи показывала? Вот это мемоджи на максималках. Мемоджи не стараются быть похожим на тебя. Не, чувак, они как раз таки стараются, но они в каком-то стиле это делают. Да. Там же идея была в том, что твоя 3D-модель. Ну, крутяк. Помнишь, Sony тебе крутила тебе голову? Не знаю, мне не нравится такое. Sustainability has been a core value for more than 20 years. We were the first major company to become carbon neutral in 2007. We were also the first to match our operations with 100% renewable Бетка появилась на сайте в виде загрузок заводского образа. Саша, жди меня в Голдова, скоро будем шить. Ну, я не знаю, меня правда пугает то, что вот такие 3D-модели, ты понимаешь, что по сути вместо тебя может быть вообще уже другой человек, знаешь? Ну, это при условии, что ты сосканировался. Они же сейчас поняли, они сейчас просто балуются, они нам не показали на самом деле, как это работает. Они просто сказали, кстати, мы научились делать вот так. Чисто, чтобы ты был в курсе. It's a moonshot, like Lambda or quantum computing. And it presents an equally hard set of problems to solve. Знаешь, на фоне этого дуплекс, который делал заказики для парикмахерской 2 года назад, выглядит как баловство. Я же говорю, ты представляешь, насколько и он, кстати, в США уже 1,5 года успешно геометрическая прогрессия, не чувствуешь? Жесть, да. Чувак, и это еще квантовый компьютер не подключили. Что будет через 2 года? Будем ли мы еще? Complementing existing wind energy on the Danish grid. And it's operated carbon-free 90% of the time since Это не просто прокачка видеозвонков. Дело в том, что видеозвонок — это фактическое транслирование того, что видит ваша камера. А здесь речь идет о том, что телефон буквально понимает объем вашего лица, рук, тела и создает объемную, подробную 3D-модель, которую он в реал-тайме отдает на другой такой же телефон. Ну или устройство, потому что сейчас не шла речь про телефон. Carbon intelligent load shifting across both time and place within our data center network. By this time next year, we'll be shifting more than a third of non-production compute. Так, сейчас нужна опять же пояснительная бригада. Но, насколько я понимаю, сейчас речь идет об экономии энергии, потому что, видимо, сервачки стали потреблять реально много, и они начали думать над тем... Видимо, размещение уже практически на Северном полюсе все равно не помогает. Geothermal uses the consistent heat from the earth to generate electricity, but it's not widely used today. Ну, это вообще, конечно, дилемма большая. I'm excited to announce that we are partnering to develop a next-generation geothermal power project. This will connect to the grid, serving our Nevada data centers starting next year. We believe our cloud AI, combined with the partners' expertise in fiber optic sensing and novel techniques, can unlock flexible geothermal power in a broad range of Знаешь, кого мне сейчас Сундар Пичай напоминает? Мы пришли посмотреть главного героя игры Evil Genius, и он, знаешь, сидит на своей базе в Гугле и такой, так, ну что мы миньоны научились за год? Давайте я вам расскажу. Что мы им на этой презентации расскажем? Да, на самом деле. These buildings will feature a first of its kind dragon scale solar skin, equipped with 90,000 silver solar panels and the capacity to generate nearly 7 megawatts. They will house the largest geothermal pile system in North America, helping to heat the buildings in the winter and cool them in the даже не буду это комментировать. Sustainability is one of the defining challenges of our time,
and advances in computer science and AI have a huge role to play in meeting. So it's a fitting way to end our I.O. keynote. I think of I.O. not just as a celebration of technology, but of the people who use it and build it, including the millions of developers watching today. Over the past year, we've seen how technology can be used to help billions of people through the most difficult of times. It's made us more committed than ever. Ребят, кстати, ну, если не сложно, нас смотрит почти 700 человек. Отметки нравятся всего 278. Нажмите лайк по-братски. Вот ради Ярослава, который сейчас пойдет устанавливать бетку и готовит на завтра видео, обзор, первый взгляд на Android. Что они на самом деле поменяли. И, собственно говоря, на этом, судя по всему, все. Ну что ж, быстренько подобьем итог. Мы не увидели ни телефона, ни наушников. Мы узнали, что будущее меня пугает. Меня пугает то, что все меньше, видимо, в будущем будет оставаться настоящего. К нам все больше врывается искусственный интеллект, нейронные сети и вот это вот все. Честно говоря, я понимаю, что спать я сегодня буду тревожно. Меня пугает, куда это все идет. С одной стороны, хорошо, что это помогает нам, упрощает нашу жизнь. С другой стороны, мне не нравится то, что искусственный интеллект и машинное обучение может поменять наши воспоминания. Вот я вот так скажу. Меня это немножко пугает. У нас тут киборг в кадре. Это сейчас, надо понимать, что это сейчас пошел стрим уже не основной части Google I.O. То есть Keynote главный прошел, а нам сейчас тут киборга показывают. Ну так, чисто, чтобы ты как бы в курсе был, что тебя там алгоритмики пугают. У чувака роборука. Роборука — это хорошо. Но она стала лучше благодаря искусственному интеллекту. Понимаешь, в чем прикол? Потому что иначе бы нам бы этого парня не показывали. Я боюсь вот того момента, когда воспоминания будут ошибочными. Из-за того, что где-то искусственный интеллект что-то дорисовал и что-то доделал. Ладно, не будем, собственно говоря, еще это все обсуждать, эти чудовищные технологии. Давайте быстро подобьем итог. Android 12 показали, бетку уже сегодня, не только на пикселе. Более подробно расскажем завтра в каком-нибудь отчетном видео, которое я сегодня буду готовить. У нас точно теперь происходит смешение Tizen и Wear OS, и Google и Samsung подробно с друг другом работают. И это означает, что у нас наконец-то появится вменяемый аналог вот этому, Apple Watch. И это хорошо. Что еще? Был прокачан сумасшедшим образом поиск, весь в целом поиск, и Google показал нам новую систему под названием Lambda. Это, по сути, искусственный интеллект, объединенный с нейронкой, которая в реал-тайме по заданным, видимо, темам, либо массивам данных способен генерировать совершенно похожего на настоящего человека бота, который может общаться с вами буквально на любую тему. И что важно, он может общаться от лица даже невоодушевленных предметов. Да, и что важно, он действительно настолько хорош, как говорит Google, что может отвечать на один и тот же вопрос так, что вы никогда не услышите одной и той же формулировки и вы никогда не знаете, к чему приведет этот разговор. Да. Это, по-моему, 3 главных столпа из того, что сегодня произошло. Помимо возобновляемой энергии, помимо того, что они качнули историю с Google камерой для чернокожих, за то, что они качнули историю с Google поиском и работой Google поиска в новом контексте. То есть для меня самая, наверное, вот такая вау-фишка поиска была даже не говорящая лямбда, а момент, когда он задал вопрос: я залез на одну гору, а потом полезу на вот эту, и что мне нужно знать, учитывая, что у меня есть предыдущий опыт. Вот это то, что... Сфотографировал ботинки и спросил, подойдут ли эти ботинки для того, чтобы подняться на эту гору. Вот эта история действительно радует, потому что это позволит людям, несведущим в технологиях, действительно пользоваться благами технологий. Потому что сегодня... Не умея формулировать правильно поисковые запросы. Потому что проблема в том, что машины и Google, и много других поисковых сервисов все еще общаются с нами, странно.
Мы не общаемся с Google поиском или... да даже, с нашим телефоном мы не общаемся. Понятным нам языком. Мы адаптируемся под поисковую мы все равно зависим от неких паттернов, которые загнали нас в рамки. И сейчас, в общем-то, вот, мы приходим медленно к тому, что мы будем общаться с этими штуками на понятном и привычном для нас языке. Как с людьми. Да. Вот я скажу тебе, Руслан, там, я не знаю, покажи мне фотографии там свадьбы. И ты не начнешь мне показывать фотографии свадьбы, хрен пойми кого, ты свои покажешь. Да. Я просто скажу телефону, покажи фотографии. Да, и телефону ты скажешь, и даже ты не будешь говорить с моей свадьбы. Он ведь уже слушал нас все это время. Он не идиот, он должен знать, что мы хотим от него. Вот к этому идет Google, и это пугает и офигенно воодушевляет одновременно. Я надеюсь, что мы все-таки будем находиться на этапе, где это будет воодушевлять и помогать, а не заставлять нас смотреть фильмы типа «Социальные дилеммы» и плохо спать после этого. На этом, наверное, все. Там продолжается, но, как я понимаю, это уже... Ну, это уже, ребят, если что, это все находится на сайте, вы вбиваете в Google.io, первая же ссылка, там есть прямая трансляция, если вам нечего делать, и вы готовы погрузиться полностью во всю движуху, которая там происходит. Ну, если что, это еще несколько дней будет продолжаться. Да, они, по-моему, до 21 числа будут вести эфиры и трансляции, в том числе и сессии для Android-разработчиков, для веб-разработчиков, поэтому, если вы кто-то из этих ребят, то, возможно, для вас там будет полезная информация. Вот. Спасибо, что были с нами. Огромное спасибо за онлайн. Спасибо за лайки, которые вы поставили. Мы старались и, мне кажется, хорошо провели вместе время. Этот прекрасный вторничный вечер. Всем пока. Всем спасибо. Пока. И завтра обзор Android 12. Ярик готов. Погнали. Пока.